Жамағат, мен опять кешірек шығырға болдым бүгін. Шығайын ма юк ма дедім, енді шықтым енді барыбір. Шулай. Мында қойда екен теманы жазарғасам, мен оңламадым, конечно. Мен оңламайм мұны вообще-то. Жаза тұрған жері қойда екен. Так. Тема жаза тұрған жерін білмеймін мен. Шуларға. Так. Не достаю просто по кнопкам. Так. Бұл нәрсе екен. Глянец. Это что? Угу. Оригинал нафиг. Так. И екіншіні де шығарамыз. Так. Мұнда теге білмеймін қой жазырған нәрселерге что-то мен оңламайм. Так. Так. Да, как обычно нәрсеге шулай. Так. Хайырлы киш. Ике менің YouTube канал. Үшіншісін пока не могу выпускать, потому что никак не получается его продвинуть пока. Шундыхаль. Что я хотел сегодня вам рассказать. Башкортостан белән Татарстанга сәлам. Как говорится, башкортча ишә. Ну, нәрсә, яңалыклар бик күп. Иң кызыгы бүген бер әйбер. Шунардан башлармын инде, наверное. Этатны. Бик күп теге сөйләшүләр булды бүген. Рота башкорт дигән нәрсәне бер әйтеп үтәсем килә. Бер көнне мин аларга язып җибәргәнем нәрсәкәй теге голосовой. Аларны группасында какой-то рота башкорт. И они решили меня ответить. Ответили, но аларның ответы меня ошамады. И, короче, сыр-бор, алар белән сөйләштек, но мен аңлап җиттем, что алар какой-то непонятный башкортлар, үзләрен күрсәтмиләр. Без теге ничектер донат турында сөйләшкәнек, донат предлагать иткәнем мен аларга, может быть. Но килешеп җитәлмәдек. Шуннан соң появляется у меня мнение, что алар белән тяжело, как говорится, что-то строить. Потому что алар или под кем-то, как обычно я вам говорил, под кем-то не надо быть. Или они какие-то псевдо-башкорт ротаса. Потому что алар сами по себе что-то образовались, продвигают, что-то непонятное инде. И аларда засоренный весь нәрсәкәй телеграмма, онда все урыс күтләкләре утыранда бөтенесе. Поэтому как бы мне это все это что-то не понравилось. Ну, сами можете зайти посмотреть. Вот так. Ну, прочитывать как бы ихние сообщения и что я им ответил, можете в моем телеграм-канале. Телеграм-каналымның исеме «Граница Хорватия» дейля. Телеграм-каналда вы можете найти его. Я везде так оставлял его ссылку. Прям вот так можете написать «Граница Хорватия. Помощь беженцам».
Кстати, вот мобилизация башлана бит шул яктан да мин ярдәм бирәм, мин шуның өчен аны ачкан идем. Поэтому в любое время вы можете мне писать. Граница Хорватия, помощь беженцам. Бу минем группа каналом. Телеграм, да, вы можете туда, как говорится, подписываться и приглашать людей и так далее. Информация около там. Помогаю советам приехать в Европу за небольшую плату. Но это как бы я в то время так писал. Урыска каршы көрәшкән халыкка ярдәм группасы. Башкортстан һәм Татарстан алга. Если кому интересно и если кому хочется, как говорится, за независимость Башкортостана топить, но вы внутри ничего не можете, никто там внутри не может, Алсынов-то утра и так далее. Поэтому вы должны понимать, что мы только за границей можем что-то делать. Ну, подобие как Руслан Габасов, Рафис Кашапов, Руслан Айсен и Бетон Руслан Ларин, короче. Шунарга в любое время вы можете подписываться. У меня там 144 человека подписаны, так скажем. Но какую-то информацию, которую не пропускает YouTube, я туда тоже кидаю. И вообще можем просто там разговаривать, советоваться, там туда-сюда, вот так. И тем самым üçüncü YouTube канал очкан, üçüncü YouTube каналымда пока так себе гана продвигаю, потом там я не делаю скриншоты, ничего не делаю, чтобы я смог пройти монетизацию. В этих двух YouTube каналах я не смог пройти, в одном, точнее, пока не смог пройти монетизацию, потому что всякое там косяки, короче. Неправильно я его использовал. Я как бы, как кемдер меня жазып жіберген, блогер деп. Мен блогер түгел. Мен білмеймін. Мен блогер түгел. Я не спец в этом деле. Я чисто вот открыл и как там нажимать и нажимаю вот таким образом. Я не специалист в этом деле. Поэтому, как говорится, вот шулай. Вот опять уже первый этот, как говорится, Слава России выполз тут. Шайтан какой-то. Салават Файзуллин. О чем тема? Тема надо, я не могу написать, я не знаю, куда его написать, я фиг знает, куда его написать. Я искал место, куда написать, я так и не смог написать. Надо, может, надо было, блин, не знаю, короче. Потом я почему-то, когда я закрываю эфир, да, вот я дописываю там всякую фигню, короче, уже, да. Тема эфира, как обычно, Башкортостан турында, Татарстан турында и как мы должны, как говорится, поступить, чтобы мы смогли объединиться и как бы создать отряды, роты, короче говоря, пехоту, да хоть как нас можно называть, короче, күрәшергә инде. Урыска каршы көрәш алып барабыз. Менә шунарга, как говорится, хотелось бы больше акцентироваться. Вот как раз таки вот с ротой башкиртом мы сегодня не договорились. Вот, и что я хотел сказать. Я до этого, помните, говорил постоянно, там было дело там с Рафисом Кашаповым, там с Русланом я еще не общался. И в итоге получается бездән нәрсәкәй, косяк на косяке. Все юрганын үзегә тарта. Бөтен үзегә юрганын тартып, получается, рак, лебедь, щука. Хотелось бы вот этого избежать и хотелось бы создать из нормальных, адекватных людей, как говорится, наше, свое, как говорится, какое-то подразделение, которое реально может пойти и на смерть, и на все. Потому что было предложение рота Башкортка, чтобы они взорвали, как говорится, где Хабиров сидит и Миниханов. И они мне написали, типа, мы не можем, мы тудым-сюдым, там полягут другие люди, то все, короче. Ну, грубо говоря, отмазались. Ну, я так понял, значит, оларны кулына кутак эш килмей. Шуның өчен безгә кутак эш килә торган кешеләр кирәк. Понимаете? Кулыбыздан һөнәрле кешеләр кирәк безгә. Куркак, булмый, була дигән кеше безгә не катит. Андыйлар ана бөтен Башкортстан, бөтен Татарстан. Поэтому нам нужно оттуда вытащить нормальных, понятливых людей, которые реально хотят построить новую демократическую, как говорится, страну, Республика Башкортостан, со своим паспортом, со своим
монетами, со своими деньгами, своим гербом, своим, все свое было, понимаете, как наш башкирский мед. И, как говорится, чтобы нас везде узнавали. Вот к этому я иду. Понимаете, я иду, я пока один. Все, говорю же, әллә нәрсә, әтәк, сәтәк, сөйлиләр, нәрсәләр сөйлиләр, аңлап булмый нәрсә, к чему они ведут, ну, вроде бы правильно что-то пиздят, но в то же время, блядь, получается, что они получается, опять-таки, шулук нахуй. Каримовская диктатура, как в Узбекистане диктатура Каримова была, сейчас Мирзияева. Примерно шунда диктатура Габара. И в Казахстане, и в Кыргызстане, Таджикистане, и Рахман. Везде один черт. Вот исходя от этого, мы должны брать урок, чтобы у нас вот таких ублюдков не было в правительстве. Потому что шило на мыло будем менять. Получается, хотим мы бошку оторвать Путину, а потом поставить какого-то хуеплета подобие Путина, блядь. Нахуй нам нужен он такой. Вот как Хабиров или потом еще какая-то мразота. Поэтому мы должны контролировать это. А для этого у нас должен быть вспомогательный отряд, который независимо нахуй президентка Брикинга Буйсон турган отряд боларга тиеш. Mana shuni biz qilalabizmi? Shuni biz italabizmi? Qo'limizdan keladimi? Mana yoshlarga aytam, 50ga xatli borgan mujiklarga aytam mana. До 50 лет. От 50 endi ладно, boboylar o'tirg'iz uyda bilan. Abiylarigiz bilan. От до 50 лет. Mana mujiklarga aytam. Kishilarga mana shuni aytam. Давайте bolalarimiz uchun, как говорится, давайте мы поменяем эту чертовую нахуй власть полностью везде, понимаете? Если мы сможем это сделать, то мы, значит, можем дохуя что сделать потом в дальнейшем. Och qolmaymiz, qo'rqmag'iz. Bizga Maskovni kuch brigada kerakmi nahvoy. Maskovni biz g'umr bo'yi oshatdik. Men aytaman, nanayim, postana aytay, Moskvani oshatdi deya Boshqirdiston. Mana shuning uchun Totar nanam aytay. Shuning uchun mana shuni oshatmoq uchun biz to'xtatirga tegishmiz. Mana shunday yovuzlikni to'xtatirga tegishmiz. Понимаете? Получается, сегодня хотел пройтись по всяким вот новостям, потому что вот все, как говорится, откуда-то черпают новости, ondan o'qiylar, bundan o'qiylar, а men bit endi постоянно o'zim qaydandir eshitdim-da endi shuni сөйлеймін bit endi. Ну, bugun mana o'qirga bo'ldim endi. Mana интересный моментlar boshlarga можно. Само собой, Башкортстан турында да сөйлейбіз, и boshqa narsalarni да aytirga можно. Но хотелось бы именно он сөйлеуінен, как говорится, лишь бы результат был. Он сөйләрсің дә бит, а результата не будет. Вот получается, вот из телеграм-канала мы будем смотреть «Однажды в Башкирии» деген какой-то телеграм-канал. И тут менің көзіме ташланды бір әйбер бүгін. Хабирову во дворец уже закупает мебель деген. Санаторий Красноусольский бит инде, әйме. Суын ғұмыр бойы іштік бит инде, әйме. Мына газвода типа Красноусольский, Гафурийский район. Планирует потратить 14 миллионов, 14,1 этих рубликов, блядь, деревянных, покупку мебели и систем кондиционирования. Бізге шул нахуй керек. 14 миллионга бит нахуй, блядь. Как обычно, как всегда я говорю, блядь, пенсионерларға пенсия көбәйтіріп бұла. Хуттағыма бізге у мебель керек. Понимаете, а мынды да хуя нәрселер. Шунарга, когда рота башкирт говорит, мы не будем взрывать это, мы не будем это делать, а тогда нахуй такую роту нахуй донатить, блядь. Вот этого я не могу понять. За что донатить? За что? Если Башкирстаннан, Татарстаннан нахуй, кешini bostirib bo'lmay, блядь, oyoqqa, блядь, kurashirga нахуй. И если мы, как говорится, не будем это нахуй пробуждать вот такими любыми способами нахуй, то башкирт bilan татарны хазар никак нахуй нельзя вытащить, блядь. Они тупо идут нахуй, как слоняры нахуй, за Путина и идут нахуй на Украину. Чтобы этого хуйни не было, Хабирова, чтобы мы не кормили, нужно становиться нахуй нормально, блядь, и конкретно нахрен, блядь, нахуй. На штыки нахуй. Наша цель, как он, рота Башкир говорит, Москва говорит. Наша тоже цель Москва, но только через Башкортостан. Потому что через Украину нахуй, через Украину, да, ведь нам
Не резон идти, потому что он да, я вам перечислять буду. Почему нам не резон оттуда идти? Потому что он да бар. Легион, блядь, урус патакларна, урус пидорасларна легиона бар, свобода, который питерский шайтан длинноволосый. Это потом украинцы сами есть. Потом и всякая хуетация, нахуй, там сборище, нахуй, России, сибирские войска, нахуй они нам нужны, блядь. Олар бірсі de нахуй Башқұртстан үшін блядь, күтін ертмей. Шуны аңлайсызмы, юкмы? Күтін ертмей бір кімді. Күтін ертір үшін только біз өзіміз ертабыз. Мына ведь мен, блядь, нахуй, тамақларымны ертіп, ақырып, блядь, доказываю, что-то рассказываю, нахуй, на своем канале. Вот примерно хотя бы, нахуй, хотя бы, мына бізге ошағанырақ кішілер керек, понимаете? Обычный ауыл малайлары, егетлер, которые просто хотят нормально для своих детей, для родных, оставить Башкортостан, Татарстан. Нам не нужны чужие какие-то нахуй приказы, понимаете? Миним ортамда бір кемем юк. Вот исходя от этого нужно вот такие отношения строить. Миним ортамда бір кемем юк. Допустим, кемдер, если хочет вот по моим стопам идти, допустим, да, бірге кеңешіп, бір-бірімізге кеңеш беріп ішлейбіз. Бізге нахуй хужалар керек ме? Украина бізге хужа түгіл. Онарға кетсе. Бізге американецлар да хужа түгіл. Урыслар да хужа түгіл. Бір кім хужа түгіл. Башқұртстан мен Татарстанның өзінің башы бар. Шуның үшін генә мен көрәшәм. Үзебезне бастырага ойлыйм. Любой жерде. Мен постоянно нәрсәгә әйтәм, менә там узбеков, чеченцы избили, там, блядь, пиздюлей дали, татарину шапалак дали. Почему это я говорю? Чтоб проснулся, народ проснулся. Это же я не из пизды Кукуева говорю об этом, а именно принципиально говорю для того, чтобы халыкны үзіне, блядь, нахуй, смелости барма, или они всегда будут нахуй оправдываться, менты же есть, русские менты же есть, и манкурты наши есть, вы к ним побежите, да, когда вас пиздюлей вам дадут нахуй. Вы там будете писать заяву, вот, избили. Как раз таки сегодня об этом говорилось в «Дожде». Как чеченцы избили в Анапе кого-то там, отхуярили, вот сейчас там за них, блядь, этот лапти, хуяпти нахуй, как говорится, как это говорят нахуй, лошман торта, блядь. Лошман торта, лапти, блядь, за всех нахуй, чеченцев. Отъебальшили нахуй узкого, блядь. Ну, отъебашили, молодцы, но, блядь, нахуй, вместо русского мог бы быть и татарин, как в тот раз, дагестанцами, или узбек, отъебашенный чеченцами. Шуны еще, блядь, вот этого нахуй, чтобы не происходило, башкар, блядь, татар, нахуй, бір-бірімізге, блядь, ярдәм беруге тиешбіз. Сколько уже можно? Бізге мына туғанлар болып, қозақлар бізге қол сузалар, ярдәм беребіз дия. Но башта бізге тұрға керек. Арқабызда сіз қорқмағыз, қозақлар тұра. Qozaqlar tura ortimizda. Siz qo'rqmag'iz. Bizga просто boshlab qana beriga kerak. Ular bit qozoqlar kelib bizga bit boshlab beralmay. Sug'ishni, Boshqirdiston sug'ishni, потому что ularni da тоже независимости бар. Мы же не можем уже за такое время борзеть. Мы можем, sizga я вчера говорил об этом, мы можем Бангладештан, Африкадан закупить товар, так скажем, людей. Мы можем, блядь, я говорил, да, по 5 лямов надо отстегивать минимум. Может, они согласятся. За 2 они не пойдут. Потому что за 2 они могут и за украинцев пойти. Точнее, против украинцев. Поэтому, чтобы за нас кто-то пошел, значит, нам надо дороже покупать. Исходя от этого, туганлар, бізге уянырға керек үзібізге. Мен постоянно айтам, бана инвесторларны диян бит енді, блядь, бір инвестор түгіл нахуй, бір блогер уянғаны жоқ. Бірер блогер өзіне жертвовать етіп шығып кетті ме әлі? Хуттағым, жоқ андайлар. Жоқ. И то вот это, блядь, с Алсыновым какой-то косяк получился из-за Куштау, блядь. Это не из-за Башкортостана. Из-за Куштау. Поэтому, блядь, Алсынова и вот эти Айтугана, это, как это, хуеплет, блядь, рэпер уехал тоже, блядь. Меона, блядь, сколько нахуй, кеше дегенем, ул манка нахуй, тоже, блядь, нахуй, сыр бірмей тұрған нахуй, деловой колбаса болды, блядь. Бәттәге ауыз, онсы да, кем әлі нахуй. Шул енді рэпер енді инан бәттәге. Шәй ішәм, башқұрт шәй іше, мына қазір Америкаға барып, шәй ішеп утыра енді. Ну и что? Что он сделал, блядь? Куштау, куттағыма керек мол, Куштау. Шунарға, блядь, нахуй, кіші үлі, кішіні бәттәгізді әлі туқтатқанығыз юк, нахуй, кроме Руслана Габбасова. Бірәрсі Башқұртстаннан новенький шықты ма?
Вот я увижу, если новенького, это будет третий. Руслан пусть первый, я второй, третий. Где этот третий человек? Третий, это киши кылгысы нахуй. Не 300, не 3000. Третий. Где этот третий ебаный блогер нахуй? Который нахуй всякие хихи-хахалар олов йürüген блогерлардан, допустим, я говорю нахуй. Они вот блогеры. Я не блогер нахуй. Я просто высказываю то, что есть. Это не блог нахуй. Я не блогер нахуй. Я чисто просто, блядь, нахуй живу своей жизнью и пытаюсь нахуй, блядь, просто вдолбить нахуй Башкортстанга, Татарстанга, что bizga turg'a kerak. Biz mujikmizmi, yo'qmi deb men shuni bilasim keladi. Narsa uchun bizga Alloh taolam qutoq bergan. Значит, biz erkishidir bit. Biz erkakmi, yo, блядь, нахуй amlarmi? Даже по-узбекски вам скажу, да? Biz bit pataklar tugul-da endi. Поэтому, исходя от этого, мы должны конкретно, блядь, нахуй понимать, что если мы сейчас не будем просыпаться, и то, это я вам говорю, вот в 2024 году, уже 2,5 года война идет. Это тұрғаны yok, блядь. Только соғышқа барасыз, столько соғышқа, блядь, күндем, блядь, груз 200, груз 300, блядь, запчасти нахуй. Или вообще не нашли запчасти даже. Вчера бітәсіз бит енді анда, блядь, Украин жерлерінде. И я не знаю, как это все это от всего, как это нужно делать нахуй. Слава Украине. Вот так вот. Поэтому давайте уже будем как-то что-то мудрить, блин. Давайте мы будем уже конкретно нахрен вставать. Почему этот весь, допустим, так скажем, СНГ, Азия, вся Азия, как говорится, пытается даже, они как-то нам сказать, это же, говорит, не ваша война. Это же не ваша война. Ну, какая-то часть говорит, вы дезертиры, какая-то часть говорит, не ваша же война. А нәрсеге не наша война дегенлер Башкортстанда, Татарстанда юк. За все время я никого еще не встретил, не наша война дегенлерге. Есть только те, которые как-то отмазали, отсидевшие бар, которые отсиживаются просто. Кукай салаларанда нахуй, иде. И все, есть такие. Но они не в счет, они и не к нам не пойдут, и не туда не пойдут, они просто отсидевшие они будут. Отсидники, блядь. Кукай салалар нахуй, блядь. Скоро будут они своими яйцами рожать яйца нахуй еще. Таук кебек. А бізге иркиши керек, иркиши, понимаете? И вот дальше читаем. Шулук Нарсакена. Мана опять расход. Башкирия, оказывается, потратит 44 миллион рублей на организацию форум «Россия. Спортивная держава». Бізге шул керекме? Пиздец спортивный. Алкаши же ебаный в рот, блядь. Какие нахуй спорт, блядь? Я до этого всякие, блядь, видосы снимал постоянно там со спортплощадок, говорю. Ишмәгез, тәмәке тартмагыз, спорт белән шөгыльләнегез. Әле безгә сугышырга кирәк әле була урыска каршы. Какой нахуй, блядь, с бутылки не может спустить, тут они, блядь, по спорту держава, блядь. 44 миллиона, блядь, нахуя? Понимаете? Убить безне акча, убить урысны акчасы түгел. Вы думаете, что, урыс берәмени? У безне Башкортстанда мына шу пенсия, шу балаларга ярдәм юк, школлар юк, татар башкорт школлары юк. Мына шулардан чыккан акчалар, блядь, все это, блядь, расход. Вот, встреча гостей будет, оказывается, 2,3 миллиона рублей. Реклама 3,1 миллион. Реклама только 3,1. Нахуя эти 3,1 отдавать, блядь? Объясните мне. Мана шунды нәрсеге, блядь, біз көтерілмейбіз. Даже мана шунды хуйталарга. Мында, допустим, Европада, если, не дай бог, кто-то куда-то налево-направо деньги начинает тратить, европейцы сразу бунт выходят, блядь. Весь Париж тула нахуй. Как bir kunni bir mola yozib bergan, sen nechik aybatsingmi degan, Parijda bunt bora degan. Men qo'ydan bilaman, men mana bunda Allohga shukr, bir narsa buntda yo'q, bir narsa yo'q, yashab yotam bet. Бунт бора, анда бора, и все. Это же нахуй не Кремль нахуй, где стреляют всех, блядь. Нет тут такого, блядь. Бунт проходит и все, хоть гей-парад, хоть, блядь, нахуй, за Палестину, хоть за что. Проходит спокойно и все. Это же нахуй не рашка-пидорашка, блядь, чтобы что-то было нахуй. Чтобы что-то было. Там никак не может ничего быть. Понимаете? Шундыхаль, дуслар.
Поэтому я не знаю, как мы должны дальше должны действовать. Давайте, если, допустим, да, вы говорите, что, допустим, я как, ну, вот смс-ки, я комментарий даже заебался читать, на самом деле, блядь, Кубисан удаляя нахуй, блядь. Потому что с этим комментариями нахуй, только я буду получать лайки, точнее, этот комментарий будет получать лайки, потому что, нахуй, там будут сидеть узкожопые, нахуй. Эти свинососы, нахуй, будут лайк ставить вот на эту ересь, нахуй. А нам такая ересь не нужна, потому что нам нужно продвижение. Бізге керек, нахуй, мүстәкіл Башқұртстан һәм Татарстан. Бізге мына шул ике дәүләтне кулга алырга керек. Все. А другие республики сами как-то разберутся. Мы вместе будем, само собой. Но надо сперва нам тоже встать, блин. Все ждут нас. Вот сколько людей, якуты, буряты, все сказали, все. Татарстан станет, мы встанем. Все ждут, чтобы Татарстан стал. А что, Башкортостан ниже, что ли? В чем проблема Башкортостанда? Че, мы не можем встать сами, что ли? Татарстан когда вставал-то, блядь, нахуй, последний раз? 500 лет назад, нахуй. Сүйінбеке вақытында, блядь. Башқа онардан соң құттарында тұрғаны yok ол Татарстан. Поэтому, нахуй, им тоже больно, нахуй, выебываться тут не надо. Татарстан, блядь. Шунарга, дуслар, давайте будем как-то мутить это все дело и решать эту тему, чтобы как-то выйти с этого положения. Шулай тырып? Давайте так, что там? Бля, какой-то Ленин нахуй. Ленин нахуй. Иди уже спи нахуй, ты же мумия уже там. Слышь, ты полупокер, Арго, ты пепси кольный, Леня, иди похмелись. А, ну да. Так. Да, Украина так победит. Понятно так. Салам алейкум. Независимость Башкортостана, да. Фри Татарстан, да. Фри Украина, да. To'g'ri gapirdingiz, брат, rahmat. Поэтому, что я хочу еще? Посмотрим давайте дальше, что там пишут пруфы, допустим. Да, будем тематику поднимать насчет Башкортостан мәсьәләсендә. Перелеты, оказывается, подорожают внутри России. Ну, сосать будут? Че вам, блядь, по 2 ляма с Татарстана будут давать нахуй и ничего не подорожает, что ли? С вас же это будет иметь. Ваши же налоги нахуй. Все от вас будет идти. И как говорится, вы что, думаете, блядь, все окей? Нихуя. Нихуя. А, тут еще насчет русской общины. Эти нацики ебучие, нахуй, Подмосковье опять, нахуй, рейд провели, нахуй, в каком-то, так скажем, в нашем кафе, азиатском. Искали, как говорится, кого-то непонятно. Получается, каждый день, нахуй, теребят, получается, кафешки, все такое. Алла ярдам берсен де, кафені хужаларына. Потому что это узкожопые, нахуй, нам покой не дадут все равно. Тем же кафешкам узбекским, кыргызским, таджикским, всем. Hamma nima чайханаларны итаршияпты. И тут вот еще везде что-то сейчас и в ТикТоке везде прокручивается. Вот какая-то дагестанка, наконец-то какая-то вылезла женщина, тоже топит за Дагестан.
Но в Дагестане такая же тема. То, что народ, как говорится, спит, как и в Башкортостане. Вот так вот. И насчет того, что насчет Руслана Габбасова, вот сегодня наткнулся на его комментарий, был просто в ахуй, просто в ахуй в комментарии. Я его загрузил в свой этот Телеграм, в телеге, короче. Я был в шоке от всего этого. Пишет какая-то овца. Сейчас найду, нет его вообще, блядь. Куда я его загружал, блядь. Пишет какая-то овца, я сегодня даже насчет этого кидал уже видос, то, что Казахстанда, оказывается, хижины там и что-то в этом роде. А Башкортстанда, Татарстанда нәрсә? Шіріп біткен нахуй ызбалар тора бит. Ресейді, башка жерлерін күрсәгез. В этих, блядь, бомжатниках люди живут нахрен, блядь. В Казахстане, как говорится, такого нету. В Узбекистане тоже. Вот это нахуй ну, вот этот комментарий нахуй увидел просто под видосом Руслана Габасова. Это просто идиотизм, блядь, нахуй. Это явно пишет или манкуртка какая-то наша, или узкожопая, блядь. То, что нахуй, блядь, уже слов нету, блядь, пытается как бы зачмырить, а сама не знает, что сами-то они чмошники, блядь. Сами-то вы чмошники, блядь, исходя от этого. Вот, нашел, блядь. Что она пишет? В Литве я живу, а Казахстан давно уже опережает Россию по уровню жизни, да и войны там нету. Габасов ответил. И потом, нет, Руслан, в основном жители Казахстана живут в трущобах. Сейчас опять смотрела про Казахстан. В трущобах, оказывается, живут Казахстан. Я там через них проезжал, трущоб ничего нету. Если даже есть там какие-то там дома, это стиль жизни такой, там погода такая, все такое. Пустыня, да, если что. А в России, нахуй, зима, морозы, нахуй, блядь. У них, блядь, нахуй, бревнчатый дом, блядь, дырявый, блядь. И вы, блядь, пиздите еще про чужую вообще страну, блядь. Вы в самом, блядь, разберитесь, в самом, блядь, нахуй. В России, блядь, нахуй. Вон у меня один друг есть, башкорт, он дальнобойщик. Ездит нахуй и Чита везде, блядь, до Дальнего Востока, блядь. Он охуел, когда, блядь, увидел, я точнее сам охуел, он онлайн выходил, показывал, как он едет по Чите, Читинская область, сказал, еще что-то там проезжает, короче, да, ну вот, не знаю, что за дорога там, вот эта дорога, да, допустим, из Челябинска до Дальнего Востока. Блядь, там живут в нищете. Нищете. Чита, там, Тува, все. Вот. И вы говорите то, что, блядь, в Казахстане плохо живут. Понимаете? Вот таких ебанашек, блядь, у нас дохуя. Поэтому, блядь, нахуй, нужно сперва у себя разобраться, а потом уже бздеть, нахуй. Свое дерьмо, нахуй, разберите. По 10 тысяч пенсии, блядь, нахуй. Зарплаты, нахуй, там, 3 копеечные. Башкортостанда, блядь, 30 мың да 40 мың, блядь. Татарстанда да такая же херня. Потолок, наверное, 50 тысяч там зарплата. Не больше. Как я вам до этого говорил, что Тимур, который попер, блядь, Сучалов, руку ему где-то срубило нахуй, правую, я уже рассказывал про это. Он, говорит, 30 тысяч зарабатывал в Учалах на стройке, а он поперся на 200 тысяч. И сам не понял, что подписал контракт, блядь. И вы что-то будете бздеть против Казахстана или вообще другой страны? Или там даже вчера кто-то, говорит, доебался до моего вот этого напротив дома, блядь. Это наружность такая, блядь. Во Франции, нахуй, дома, точнее, блядь, и войн нету, и дома не разрушались. Это, может, этому дому лет 100, наверное. Стоит. Ты внутри посмотри, нахуй, как люди богато живут, блядь. Это наружка. Наружка у них такая. Порой сам удивляюсь, нахуя наружка у них такая. А внутри нормально. Даже у меня, блядь, нахуй, в хате нормально. Внутри. Не то, что в вашей избе дырявой, нахуй.
Шунарга, как говорится, до Европы нам еще дохуя и больше. А чтобы нахуй, чтобы как в Европе нам стать, Башкортостан или Татарстанга, чтобы вот эти пидорасы, депутаты не жрали, нужно нахуй у них все отобрать. Нужно у них все, блядь, зачистить. Полностью. Полностью. А для этого нужен вот этот же, который я хочу, говорю, отряд. Отряд, который будет нахуй, блядь, нахуй, всех ебашить нахуй на пути, блядь. До победного, блядь. Сперва первая задача: избавляемся от Москвы, потом внутри наводим порядки. Кого надо сажаем, кого надо нахуй на кол, кого надо нахуй башен алабыз нахуй. Вот таким образом, только таким образом. Другого варианта нету. А кому не нравится, съебутся. Не нравится нахуй Башкортостан этот независимый, иди нахуй. Татарстанда да шулай. Я думаю, Башкортостандағы татарлар да должны, блядь, уже расчехлиться, блядь, нахуй. Мен бит Башкортостанда яшейм, о минем жерім түгел да енді башкортлар көрәшсін. Деген кішілерге нахуй, кутағым. Вдруг, если такие есть мысли, нахуй, вы лучше нахуй пиздуйте сразу в Татарстан тогда. Берите манатки и пиздуйте. Хоть мына менің туғанларым татар, башкорт, мен сізге сразу айтып қоям. Ашуланып жүрмәгіз нахуй. Бүтінігіз нахуй, сүрілесіз нахуй. Понимаете смысл? И каждого это будет касаться, каждого. Осознавший только то, что он истинный патриот, он скажет: где вы, где, блядь, вас, блядь, нахуй днем с огнем не найти, блядь. Сіз юксус, понимаете? И вот это меня и убивает, то, что когда нам говорят с других стран, башкортлар, татарлар, нахуя вы за Путина умираете, блядь. Чё, вот я понял это, блядь. А чё вы не понимаете этого? Почему? Сізге ол барып жетмей, блядь, как по-человечески нахуй. Когда вам говорят, не доходит это вам. А когда вам Путин говорит: вы должны воевать, блядь, жопу давать. А вы идете быстренько, блядь, курка, блядь. Удивительный халинда. Из-за этого нахуй у нас грабежи, из-за этого у нас, блядь, Куштау ебут какие-то армяне сраные, нахуй. Нас, блядь, нахуй грабят армяне Башкортостанда, блядь, нахуй. Это вам ничего не говорит, нахуй? Вам это не говорит ничего? Так же, нахуй, блядь, тут ржать не надо, нахуй. В Дагестане такая же хуйня. Глава у них узкожопый. Почему-то, нахуй, они недостойны своего дагестанца в главе. Чё у них-то, блядь? В чем проблема ихняя, блядь? 36 наций дагестанцев там или 360 наций. Хз, блядь. Как дальше жить, блядь? Тайфун Курултаевич. Поэтому определитесь все. Башкортостанда да то же самое, блядь. Постоянно марионеточные, нахуй, президенты. Нахуя нам они нужны? Я не могу понять. Мен аңламайм. Да, кто за Украину, ставьте лайки. Украина алға. Башкортостан бірге. Татарстан білән. Бля, столько комментариев тут е, ты гаденский. Так. Вот тут ты прав насчет депутатов. Ну, блядь, нахуй. Я насчет... Вот давайте, давайте. Окей, давай. Про узких тоже поговорим. Смотрите, вот смотрите. Вот у вас, да, ведь есть один какой-то, вот я не помню, тоже депутат, который постоянно говорит, блин. Вот я не помню, напомните, из Ростова или оттуда, с Краснодара, короче. Ну, какой-то фамилия у него, украинская какой-то фамилия у него, конечно. Я не помню как. Он же постоянно выступал. Вот он вроде нормально топит за что-то. Что там грабят, тут грабят. Он же еще живой, не живой, непонятно, да ведь? Вот представили, да? Вот почему вот такие депутаты, нахуй, депутаты, если ты уже, блядь, до депутатства дошел, блядь, ты не можешь продвинуть свою политику. Почему ты лицемерно это все делаешь?
Также Башкортостан, блин, Татарстанга это относится. Всяко у нас тоже есть такие, которые сидят молча. Бля, что творят они нахуй? Дегенер бар бит инде бездә дә. Бар. Мин ышанам, есть нормальные люди, кого воспитала мать нормально. Есть внутри этого всего пидоросни, блядь. И в Башкортостане, и в Татарстане, нахуй. Только не Бадранов, блядь. Бадрановы, блядь, хуяны, бля, они нахуй наши враги. Олар ботунсын башын аларга нахуй. Есть такие, но где, блядь, нахуй, вот это, блядь, нахуй, та ебаная, нахуй, элита, так скажем, блядь, в кавычках, которая, блядь, нахуй, будет топить за независимость Башкортостана. Где они? Где? Почему, нахуй, когда вы все, блядь, начинаете комментарии писать, вот, кто-то выступает, блядь. Да? Мин вышли, бетермедом укуп, нахуй, меня в армию забрали, нахуй, я бросил, нахуй, учебу. Блядь, у меня только, блядь, ПУ, нахуй. Мин ауылдан. И чё? Ну, блядь, нахуй, укыганлар бит мені қырда юк. Бір укыган, в тот раз рассказывал, Марат, блядь, нахуй, айтишник, блядь, Казандан. Что он мне сказал? Типа, сказал заткнуться мне, нахуй. Потому что ему хорошо живется с узкожопами. Ему хорошо. Вот такие продажные шкуры, блядь. Вы что думаете, нахуй, что, блядь, русня непобедима, что ли? Нихуя. Там вроде в курс начали, блядь, скидывать войска. Там что-то, блядь, Майкл Наки говорил сегодня. Типа, войска вошли, блядь, русня что-то там мутит, нахуй. Что-то там происходит, нахуй. Посмотрим, что будет. Кто кого, нахуй, отымеет там. Поэтому, исходя от этого, только мое предложение Башкортстанны, Татарстанны жерлерін үзінден кірге керек бізге. Үзінден. Шуннан бізге, ничек болса да найти нужно проход. Проход. Проход это Куандыкский коридор. Біз шуны алырға тиешбіз. Полностью шуннан біз кірге тиешбіз. Орттан Казахстан не смеет зайти к нам, не смеет. Потому что, как говорится, границу он не будет нарушать. И плюс казахлар бізге туганлар. Если даже власть у них продажная, но я думаю, народ не даст этой власти двинуться в нашу сторону. Поэтому, что я хочу сказать. Чем быстрее мы эту всю тематику развернем, Башкортостан, Эшинде, Татарстан, блядь, тем быстрее у нас будет какой-то отряд. Какие-то люди, блядь, услышат. Вот сколько мы говорим, вот и Рафиз Кашапов говорю 30 лет и нихуя. Сейчас Габасов там лет 5, да, говорит, или сколько он говорит? Где продвижение-то, я нихуя не могу понять. Это ладно, я, блядь, долблюсь там, блядь, несколько месяцев, блядь. А вы что, вы, кого вообще, вы что-то вообще за все это время, что-нибудь вы передумали, придумали что-нибудь, как вы воевать собрались? Вот некоторые, есть группы разные, сырборские группы, с кем-то я общался в свое время, они там сидят из-под тишка, там Башкортостандан, да, Татарстандан, да, есть такие люди, которые пишут, да, Аллабас, Алла берса Аллабас, там такие, блядь, заядлые мусульмане, нахуй, там, карасакалы, аксакалы, такие сидят, все такие, блядь, диспесін тартып там, субханаллах, деп утыралар анда. И что? Где вы? Где? Где вы? Вот этого не могу понять. Где вы, которые пишете нахуй скрытых, блядь, телеграм-каналов, блядь, где вы? Вы пишете, а вас-то нет нахуй. Вот в дело, вот давайте вот собирать людей, где вы? Как сегодня где-то кто-то высказывался, и я поймал эту цепочку мыслей. Как дистрибьюторы в Oriflame. Ну, как бы маркетинг. Примерно тогда нужно нам создать как МММ, блядь, нахуй. Неразрушимая пирамида. Значит, нам надо делать так. Приведи друга нахуй. Вот эти же ебланоиды сделали, приведи друга нахуй, чтобы он сдох тоже за 100 тысяч рублей. Примерно так тогда нам тоже надо, тогда, может, приведи друга делать. Только бесплатно, потому что нам нечем платить, блядь. Давайте тогда каждый будет приводить своего друга нахуй. Или подругу. Разницы нету нахуй. Главное нахуй, который будет топить против русни. Давайте вот увеличиваться тогда.
Семьями будем увеличиваться. Что вы думаете, вот так с Русней будем жить всю жизнь, с Русней будем мы жить, и тем самым мы будем что-то добиваться? Я считаю, ничего добиться с ними нельзя. От силы вы, наверное, я считаю, да, вы сможете там как-то нахуй, там в течение жизни лет 50 доплатить кредиты, закрыть кредиты, построить какой-то дом в кредит, купить машину в кредит, и потом в 50 лет вам дадут, допустим, пенсию 10 тысяч рублей. И все, на эту пенсию вы будете жить. Все. И там еще лет 30-40, и в 90 лет вы умираете. И что? Вы что-то добились? Что-то вы за собой оставили? Нихуя. Плюс сейчас мобилизация, сейчас может еще объявиться новая мобилизация. И получается, по сути, вы даже, блядь, до 50 лет не живете, нахуй, по сути, блядь. Если на то пошло. Вот такая ситуация. Я считаю, что это вся вот эта логика тупая, блядь. Получается, а, тебе надо на СВО. Вот я понять не могу даже. СВО, блядь, ЗСУ, блядь. Вот поназывали нахуй, блядь, зашифрованные слова нахуй. Я даже это не могу понять нахуй. По сути, блядь. СВО, СВО, блядь. Поэтому исход один наш. Вы будете дохнуть на Украине. Эта война еще не думает заканчиваться. Украинцы просто так не сдадут позиции. Если даже что-то произойдет с Курском там, разницы нету, блядь, как говорится, дорог, блядь, в Россию дохуя и больше. Так что, блядь, нахуй, это Украина, кстати, Крым это начало дорог, а конец это Сахалин. Так что там дохуя границ, дохуя дорог. Так что, блядь, Русня нахуй может не расслабляться. Урвать-то урвала, а кто-то его будет защищать-то? Дырявая нахуй, рашка, блядь. Со всех щелей нахуй можно трахать вас, блядь. Проблем не будет вообще, блядь. Вы заебетесь людей туда находить. У вас нет людей, блядь, нахуй. С одного места на другое только перекидывать умеете. Чё, блядь, нахуй? Они вечные, что ли? Кощей бессмертные, нахуй, что ли? Нихуя. Нихуя. Поэтому Башкорт Татарга, еще раз повторяюсь, это давайте будем, как говорится, делать ставку быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Башкортстанга кіребіз. Біз Башқұртстанны қолға алсақ, ол дегені бұларны сіккен бұлабыз. Украинада соғыш сразу туқты. Я вам гарантирую. Украинада соғыш вообще болмай уже. Все переключатся к нам. Потому что Башкорт, татарно никто не хочет отдать. И все, вот в этот момент мы и разъебем всех. За нами и Бурятия, и Якутия все встанут. Так что везде будет нахуй кипиш нахуй. Поэтому давайте создадим это. А для этого нахуй, я говорю, давайте найдем возможность, найдем людей, которые реально будут нахуй дронить нахуй Башкортостан на Татарстан, а не вот эта ебаная рота Башкорт. Непонятная нахуй. Нам нужно конкретная, блядь, нахуй рота или там отряд, да хоть нахуй сброд какой-нибудь. Разницы нету. Как его можно назвать? Похуй. Лишь бы нахуй люди, которые патриоты Башкортостана, хам Татарстана, которые реально хотят нахуй изменить все. Изменить все. Не то, что Путина снести, и еще внутри изменить надо все. Путин это хуйня. Внутри вот самый кипиш будет внутри. Бардак внутри нас ждет. Разобраться с этой пидоросней нахуй, манкуртами и русней, блядь. Внутри бардак, блядь. Менять нахуй всю верхушку будем. Все менять будем нахуй. До последнего туалета, так скажем, нахуй. Кто очки драил там. Даже его менять придется. Потому что все будут нахуй из той нахуй категории пидорасов.
Шундыхаль, Дуслар. Вот здесь еще есть какие-то всякие нахуй. Футляр для курая куштау. Куштау, куштау будет. У них тоже здесь до хрена новостей всяких, но это все не выскажешь. Более такие ценные какие-то можно высказать. Ну, весь хрень, короче, полнейшая тут у них. Вот. Украинские БПЛА «Камикадзе» на базе легкомоторных самолетов А-22 «Фоксбат» были запущены сегодня с территории Финляндии и пытались атаковать базу стратегической оленей, короче, каких-то, блядь, нахуй, в Мурманской области. Вот вас всех, нахуй, и в Мурманске, нахуй, и везде, если вас, нахуй, узкожопых оленей, нахуй, надо всех, блядь, нахуй, дронить, блядь, всех, блядь, задронить, нахуй. Вы тогда, может, блядь, уже, блядь, будете уже, блядь, нахуй, проситься, чтоб, нахуй, вас бы не дронили больше никогда, блядь. По информации профильных ресурсов, целеуказанием обеспечила пара самолетов радиоэлектронной разведки Гольфстрим, королевский ВВС Швеция, один из которых на протяжении нескольких часов работал у самой границы России. Швеция и Финляндия совсем недавно стали членом НАТО, но уже активно включены в террористическую деятельность киевских властей. Ну, само собой. Само собой. Потому что, нахуй, вы, пидорасы, нахуй, как этот забрали, ебаный, Крым, как вы забрали, нахуй? Тихо, мирно зашли и забрали. Вы чё, нахуй, здесь что, дураки, нахуй, думаете, что ли, в Европе живут, блядь? Блядь, а у них, нахуй, тоже информация хуева туча, нахуй. Просто они, нахуй, имеют сабр и ничего не делают, нахуй. А у узкожопых сабра нету. Поэтому они, нахуй, пошли на Украину. Вот так вот. Ну, больно такого интересного тут нету, всякая хуйня. Так, ну, по Башкортостану проблем до хрена. Вот, допустим, самая такая постоянно, о котором я говорю, проблема. В Башкортостане школьники учатся в развалившей школе, в которой более 80 лет не было капремонта. Родители обратились в соцсетях к Ради Хабирову, но нихуя. Школа номер 3 города Туймазы. Ну да. Кому она нахуй надо? Блять, Туймазы же это нахуй то ли Татарстан, то ли Башкортостан, то ли хуй поймешь, кто там должен делать, да ведь? Хуй поймешь, да ведь? Дети продолжают учиться в полуразрушенном здании. Матери учеников поделились фотографиями. Ну да, вот разруха пиздец нахуй тут. Это жопа. Вот так. Школа не видела капитального ремонта с 1938 года. Вообще, это же пиздец нахуй. С 1938 года. Охуеть можно, блядь, нахуй. Пиздец. Это в те времена, когда наши бабушки, наверное, в школу ходили. В те времена, блядь. Вот так вот. Вот. Школьники Кузнецовского затона добираются до школы по каким-то нахуй грязям нахуй. Зато дорог нету. Башкортостана вообще дороги есть, нет? Вот меня уже, блядь, нахуй, да, я дохуя там не был, блядь. Можно сказать, нахуй, несколько лет, нахуй. Блядь, у вас же дорог нету, блядь, по жизни, блядь. А зато, нахуй, какие-то концерты, блядь, делаете, еще шаманов всяких приглашаете, блядь, всяких проституток, нахуй, узкожопых.
И что там у вас творится вообще? Татарстанда, да, блядь, такая же хуйня. Во, еще одна хуйня, блядь. Вот кто он нахуй? Узкожопый нахуй. Мордва. Хуй его кто, блядь, нахуй. В Уфе новый прокурор, блядь. Заебись нахуй. Сорбаш, блядь, нахуй. Зангаркуз, блядь. Приказом Генерального прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Надежкин, блядь, Андрей Анатольевич назначен на должность прокурора города Уфы сроком на 5 лет. Нәрсе онда башкорт юкмы? Прокурор башкорт юкмы? Или татар юкмы? Мен аңламайм, блядь, нахуй. Если вы не можете даже вот здесь бунтовать, нахуй, что можно от вас еще взять, нахуй? Айтегез меня, нахуй. По той логике, моя хата с краю, меня нахуй киряк. Я не в политике, нахуй. Я в домике, вот так. Кулугазна, башагазга хуйгаз, вот так, как раньше играли здесь. Я домики, вот так, короче. И вот так, я домики, вот так, шулай. Хошагаз нахуй, хошабалагаз нахуй. Или стель астана хошагаз нахуй, когда гром гремит нахуй. Примерно вот так. Послужной список этого гондона включает в себя работу старшим следователем Белебейской межрайонной прокуратуры, блядь, нахуй. Белебей, кричать налей, налей, да? Межрайонной прокуратуры заместитель руководителя Белебейского межрайонного следовательского отдела, ла-ла-ла, блядь, РБ, позже Надежкин, блядь, нихуя себе, Надежда, блядь, служил зам, блядь, прокурора Зилаирского района, блядь, Белебей где, Зилаир где, нахуй? Пиздец он прыгает. Потом прокурор Зеленского района, города Уфы, Кировецкого района, города Уфы, потом прокурором города Нефтекамска, блядь. Ёб твою мать, вот его помотало по Башкортостану, блядь. Шалава ебучая. Последняя занимаемая должность руководителя главного надзорного ведомства столицы Башкортостана, отдела по надзору исполнения закона, бла-бла-бла-бла. Ну, значит, хорошо сосал нахуй. Хорошо сосал, и вот ему. О, какая-то Анна, блядь, написала, очень хороший человек. Ну да. Было бы там, допустим, или Гузя, или кто-то, блядь, ну пиздец мы сказали бы, да? Но тут Анна пишет. Само собой, понятно нахуй. Понятно нахуй, блядь. Узена нахуй. Урасан поддерживает. А Башкар, блядь, Тотар не может даже, блядь, нахуй просто, блядь, поддержать этого Габасова или там Рафиса Кашапова. Вы о чем думаете? Вы что, вот эти прокуроры вас спасут? Хабирчики, нахуй, Рустам Минихановы, нахуй, Путин вас спасут? Вас ебут. С момента своего появления Лада Веста подорожала уже на 2,5 раза за 10 лет. Вот представили, да? Вот, допустим, насчет машин тоже давайте поговорим. Вот здесь машин хуево точно, нахуй. Пежо там, что только нету, нахуй. Этот, блядь, нахуй. Ауди, Мерседес, блядь. Вот здесь, блядь. Здесь нет, блядь, узкожопых машин, нахуй. А если Башкортостан, блядь, Татарстан был бы независимым, у нас были бы нормальные машины. У нас была бы, нахуй, связь с Европой, с Америкой. В любом месте мы могли бы летать, ездить, блядь, путешествовать, нахуй. Все это могли бы. Никаких санкций, ничего не было бы. Продавали бы свой мед. Вот я тоже продавал бы мед, нахуй. Это мой, блядь, бывший, нахуй, дело было. Вот такой хуйней страдали бы. Торговали бы с Узбекистаном, с Казахстаном, дружили бы. Со всеми торговали бы, с Афганистаном и так далее. А сейчас как? Сейчас нахуй все вы делаете как марионетки, которые просто Путин сказал, съезди-ка быстренько нахуй, Рустам Миннихановна, в Узбекистан, съезди-ка нахуй. Быстренько поговорить там нахуй. Или там Башкортостан, да, блядь. На днях тоже, блядь, какая-то договор какой-то заключили с Узбекистаном. Огромную базу какую-то строят. Ну понятно. Но это же, блядь, нахуй через узкожопых. Это не наш, нахуй, блядь, президент. Шуну аңнағыз, блядь. Хабиров это не наш президент, блядь. Не наш Раиси, блядь, нахуй, Рустам Минниханов. Путин подавно, нахуй. Чему, блядь, из болота?
О, да хуя в Уфе проблем, блядь, нахуй. Хабиров все, блядь, нахуй пиздит, пиздит. Еще тогда еще говорил, нахуй, где-то, блядь, я слушал, читал, блядь, Хабиров заработал в год, нахуй, там, пиздец, там, 10 лямов, нахуй, там. Жена его заработала. Какого хуя его жена вообще зарабатывает, эта ебаная армянка, блядь, нахуй? Башкорстанда, какого хуя она зарабатывает, пидораска? Такие лямы, нахуй, крутят, блядь. A boshqirt bilan totar nahu 10 ming pensiyaga yasharga tegish. Sizga inagizni, nanagizni, ota-bobolarimizni jal tugilmi sizga? Sizga jal tugilmi, блядь? Qachonga qadar shular qo'rqasiz, блядь? Aytingiz menga. Bolam deysing, блядь. Inam deysing, блядь. Qizim deysing, блядь. O'g'lim deysing, блядь. Ну, sen ularga, блядь, нахуй устрой нормальную жизнь, блядь. Kurash давай, блядь. Ukraynaga bormasdan, Ukrainada kuttaq bormi, блядь? Pishirib qo'yganmi Ukrainada, блядь, нахуй? Блядь, Украинаga boralar, нахуй. То, блядь, нахуй, стиральную машину спиздили, то еще что-то спиздили. Украин холкондан, блядь. Нахуя вы так низко пали, блядь, а? Нахуя нам чужой, блядь, блядь, материал, нахуй? Допустим, даже кто-то спиздил его. Окей, он едет, едет, и бах, взорвали, нахуй, его со стиральной машины, нахуй. И чё? Кому стыдно должно быть, нахуй? Потом menga yozarlar, не позорь татарский язык. Inangni battagilari, блядь, нахуй. Tatar tilida, нахуй, siz boshqa toshag'astalar so'ylashirga yurarsiz, блядь. И boshqirt tilida, нахуй. Butun boshqirt, блядь, урысcha so'ylashar, нахуй. Еще меня, нахуй, что-то будете втыкать, нахуй, здесь. Siz o'zingizni tilingizni boshqa bilingiz, блядь. Qo'yag'ina ketmagan boshqirtlar inang battagilarni. Butunisi uruscha so'ylashar. Itsikkanlar. So'ylash, блядь, нахуй, bizni tilda, нахуй. Это ладно, men boshqa tilini bilmayman, потому что menim nanam Balakay shoqdan diddom vaqtida mana shu urus pidaraslar deb нахуй O'zbekistonga tushib qolgan, чтобы остаться в живых. Diddомdan. Shularga u только o'zbek tilini so'zlashay. Ozginagina qistirib, точнее, уже biz shu boshqirt tilida tatar tilini aylanib bitgan bizda. Tatarcha so'zlashay и o'zbekcha so'zlashay biz uyda. Boshqirt tili ishlatilmadi, потому что не с кем было, значит, нам общаться. Menim ankay tatar. Шунарга, бошкарт, хам татар maktabi bo'lirga tegish. Как тот день, что-то я слушал, я еще высказывался в Телеграме, Руслана Габбасова, 100-летнее видео, где-то я его решил, блядь, поковыряться у него, увидел. Ул айтат, типа, башкорт тили butun жерде была, а татар тили narsa bilmaydi, что ли? Вот это я хочу ему предъявить. Вот насчет этого я с ним хочу поговорить. С друзьями я уже об этом поговорил. Они говорят, да, блядь, ты прав, типа. А я с ним никак не могу поговорить. Высокомерный, блядь. Мы нашла стрим, давай, он, блядь, я себе нахуй. Руслан Габасов, блядь. Есть кто-нибудь тут, кто топит с Русланом Габасовым? Передайте ему нахуй. Скажите, что, блядь, нахуй. Вот я хочу с ним стрим делать. Сөйләшик давай оның білен нахуй насчет того, что, блядь, Башкортостанда татар тілі была или болмейма. Вот вопросник я ему хочу задать. И не нужно мне тут, там, потом вы будете, может, говорить нахуй, типа, что ты за татар топишь? Ёк, мен за башкиртов тоже топлю. Мен топлю, блядь, за Башкортостан полностью. Меня не волнует, как говорится, ваше мнение, блядь. Я топлю за все, блядь. Но суть, что, блядь, как я говорил, блядь, Башкортостанда boshqirt tilida, tatar tilida bo'lirga tegish одинаково. Urus tiligina bo'lmasga tegish. Urus tiligina. Mana shundagina будет этот как этот говорят консулиум narsa deylar. Короче, shundagina bo'la нахуй tenglik. Teng как бы bo'lirga tegish biz. А кто-то выше, кто-то ниже bo'lmasga tegish. Потому что так уже получилось, что, блядь, Башкортостанда татарлар тоже дохуя. Поэтому получается, значит, башкирт тили государственный, но татар тили тоже работает везде. Урыс тили нужно искоренить.
Потом он говорит, типа, не должно, блядь, в больничках, еще где-то, нахуй, русский язык пока будет, потом мы от него избавимся. Нихуя. Тоже я не согласен. Сразу, как мы войдем, русский язык сразу исчезает, нахуй, как мы заходим. Сразу, автоматом. Все книги перепечатываются на башкирский язык и на татарский. Татарлар үзенекен выдвигает, башкиртлар үзенекен. И бүтін больницаларда, университетларда, школаларда бүтін жерде башкирт тілі кіре. Математикада башкирт тілінде болырға тиіш, историяда бүтін нәрсе. Чтоб вот так, как я, блядь, урды-барды сөйләшә торган нахуй булмаска тиеш безнең бала-чагаларыбыз в дальнейшем. Чтобы они конкретно могли любой нахуй нәрсәкәй әйберне әйтергә башкирт телендә. Әллә нинди там, допустим, сүзләрне, которые даже мы можем не помнить, потому что мы их не знаем. Откуда мы можем помнить, если мы этого не использовали? А они должны использовать его в литературном стиле. Полностью. От А до Я. Алфавит булмаска тиеш, әлифбә булырга тиеш. Әлифбә мәктәбен ашырга кирәк. Нулевой класс булырга тиеш. Бүтән нәрсәне надо брать хорошие, мин постоянно әйтәем, Норвегиядан соң, Европадан. Әйбәт әйберләрне Европадан гына алырга кирәк. Бүтән әйбәт әйберне Европадан алырга кирәк. А аламалыкны оставить. Допустим, Европада бар голубойлар, мы же не будем привозить голубых в Башкортостанга, Татарстанга. Насчет этого тоже давайте поднимем тему. Я в тот раз тоже об этом рассказывал. Безнең Башкортостан и Татарстан мусульман была. Однозначно. Это не обсуждается вообще. Даже там, блядь, в политике, нахуй, допустим, если даже мы будем ставить их, блядь, они не должны даже рот открывать. Мусульман түгел икән, нахуй, политиклар. Сигелеп катсын. Насчет религии они даже кысылмыйлар, нахуй. Как кто-то мне писал, я до сих пор на это сообщение не ответил, религия должна быть отдельно, политика отдельно, что-то такое он мне втирал. Юг, вот именно, религиозная политика будет, так скажем, потому что религия, Аллах Таалям бірінші урында была бізде. Аллах Таалям бізді бірінші урында болмаса, бізде опять будет нахуй дедовщина и диктатура. Шуның үшін біз не спускаемся в сторону Афганистана, и мы не спускаемся в сторону голубых. Нейтралитет булырга тиеш, нейтралитет. Мына біз будем истинно мусульманлар идти по правильному пути. Само собой, тәмәке белән аракыны аны да кыскартырга кирәк. Ул әйберләрне нахуй вообще югалтырга да можно. Сделаем как в Индонезии. Да всяко, наверное, в Индонезии нету алкоголя везде, блядь, нахуй не продают. Примерно вот так у нас должно быть. У нас должно быть нормальная мусульманская страна, где будут чтить все обычаи религиозные. Само собой, допустим, если туристы какие-то голубые приедут к нам, мы же не будем говорить, мы вас не пускаем туда-сюда. Это не наше дело будет. Приехали, приехали. Но разводить там, вот так, ходить с флагами мы уже не дадим. Пусть они обижаются, но мы это в Конституцию засунем это. Потому что полностью Конституцию будем менять. Потому что узкожопая Конституция нам нихуя не нужна. У нас будет Конституция своя. И в эту Конституцию будет конкретно все прописано. Башкирт тілінде притом, блядь. Башкирт тілінде. Татар тілінде да экземпляр будет. Для татарского населения. Хочет на татарском читать, хочет на башкирском читать. Короче говоря, ике тіл одинаковый юрий. Ике тіл одинаковый. На, допустим, Норвегияда бүтін нәрсе норвег тілінде, но английский в быту везде, блядь, есть. А на Франции, да, нахуй, английский ненавидят. Потом, чтобы вот так не было, нахуй, с татарским Башкортостанда, мы не должны этого позволить. Потому точно война будет потом, блядь, между нами. А сіз біләсіз, мусульманлар сугышканын, нахуй, біләсіз. Оны бір кім туктата алмый. Если два мусульманина подерутся, хуй кто остановит их. Поэтому, исходя от этого, безге такие, нахуй, не нужны войны. Нам нужно сплоченно было, сплоченно. Потому что любой вакыт, блядь, нахуй, кемдер безге нападать может. Поэтому у нас дружба идет Казахстан, и до Афганистана спускаемся со всеми, мы дружим.
Нам, как говорится, только с руснёй не надо дружить. Вот так вот. Так, что тут это? Будем так посмотрим. Ты что, президент страны? Я ваш президент, да. Путина уберем нахуй, я буду. Ебать вас, узкожопых. Так. Позорник, выключи, не говори про мусульман, ты далеко от них и твое мировоззрение. Кутарамно тот, блядь. Камуфляж ебаный нахуй. Так. Потом в Башкирии и Чечне. Чё Чечне? Не говори ерунду, ты не мусульманин. Астафируллах скажи, Ташагин, блядь. Так, я считаю, что в Татарстане должны поднять радужный флаг. Сука, блядь. Нет, радужный флаг, нахуй, Башкортостан и Татарстанда подниматься не будет. Кто подымет, кутына бы сразу, нахуй. Потому что Конституция будет наша. Мы независимая страна будем. Нам никто не будет диктовать ничего. Голубизны не будет. У нас все будет по исламу. Потихоньку бухариков тоже в отряд поставим, трезвенников. Ты точно ничего не решаешь, само собой. Аллах Таалям решит за нас за все. Я чисто просто, как говорится, выдвигаю свои мысли. Я же вам не решала тут нахуй. Так. Прислужник сатаны. Может это ты нахуй? Прислужник нахуй. Так, нахуй я его уберу. Заебал какой-то мутант ебучий. Так. Ой, Суляма нахуй. Боты набежали, Суляма нахуй. Не то что боты нахуй. Какой-то, блядь, неебенный мусульманин мне мозги ебет еще. Блядь, заебали вот такие мусульмане нахуй, блядь. Начинает мне говорить, ты не мусульманин нахуй. Это ты не мусульманин, говорит, это уже, блядь, нахуй ты суету наводишь, блядь, среди мусульман, блядь. Такую предъяву кидать, нахуй, не мусульманин, блядь. Поражается, блядь, таким. Явно какой-то блядь, сектант ебучий. Игиловый какой-нибудь, нахуй. Да, блядь. Боты еще тут, знаете, хуеплеты, нахуй, наверное, пишут всякие. А как ты будешь торговать? Ну, я же это уже в других эфирах отвечал. Ты, наверное, новенький, нахуй. Ведьма ебаная. Так, выхода с границами нет. Как нет, нахуй? Границ нету? Вы не смешите, нахуй. Наша граница Казахстан это. Где, куда нам границу? Мы пробьем везде границу, не ссыте нахуй. Через север тоже будем таскать, не боитесь нахуй. Кораблям тоже выйдем туда, на, что там, Ледовитый океан нахуй. Не ссыте, найдем дорогу, блядь. У нас ковер-самолет будет. Через Москву будем летать нахуй. Вы же наши рабы будете, долбоящеры. Вы что нахуй, думаете, блядь, что-то будете иметь? Границы, что ли? Блядь. Вы в кандалах будете сидеть в Москве нахуй и смотреть нахуй на нас, блядь. Копать нахуй, блядь. Будете нахуй. Чернозем, блядь. Валейкум ассалам. Да, это все боты здесь, блядь. Блядь, нахуй, которые пишут какой-то, блядь, Крым наш, блядь. Кутак ваш, блядь, нахуй. Кутак, блядь, нахуй. Без sizga нахуй. Кутагымызны береміз, вот этот будет вашим, нахуй. Сурос, блядь, сколько влезет. Здорово, братуха, давай. Здорово. Да, негатив тут жесткий. Так что
Если не туда заехал, давай, ступай, братуха, дальше. Так. Так вы наши рабы. Не мы ваши рабы. Я в тот раз уже объяснял. Манкурты ваши рабы. Я здесь. Я не ваш раб. Я только раб Аллаха. А вам, нахуй, прислуживают наши манкурты. Про манкуртов я в вчерашнем стриме объяснял уже. Почитай, погугли, нахуй. Полы нам моете. Салям, ты кто? Арслан я. Я Арслан. Так, ладно. Посмотрим дальше, туганлар. Ваши комментарии какие-то гнилые, нахуй. Так. Гнилые комментарии заебали. Так. Вчера вот поднимал вопрос, рассказывал, и тут возник еще один вопрос. Всем ботам, нахуй, вопрос. Узкожопым ботам. Сын Газманова и Зюганова стали депутатами, да ведь? И как они стали депутатами, объясните мне. Вот объясните мне, боты, манкурты, все-все, кто тут меня нахуй смотрит, пишет. Объясните, как это Зюгановская нахуй, КПРФ нахуй, блядь, коммунисты ебучие нахуй. И Газманов, сыночек Газманова, стал депутатом. Как? Вы нахуй, узкожопые нахуй, и манкурты наши, татары, башкирты, Дагестан, Чечня, все, блядь, бздуете нахуй. Не депутаты нахуй, а вы идете нахуй, просто нахуй ложиться штабелями нахуй на Украине. Вот обосновывайте вот эту тему. Интересно нам знать, как они стали нахуй, как вот, вроде там говорится, они стали такие, они стали, а как они стали, интересно вот. У кого они сосали нахуй? Газманов, Зюганов, блядь. Получается нахуй, элита, получается, всех нахуй делают вашими нахуй хозяевами нахуй. А вы, получается, опять-таки рабы. Вы нахуй, черень нахуй. Как Алсынов сказал, блядь, карахалок, блядь. Чернота ебаная нахуй. Узкожопая. Какого хуя вы, блядь, нахуй, против своих депутатов не можете пойти? Терпилы же вы тоже, блядь. Вы по сути же нахуй терпилы нахуй. Очкошники, блядь, нахуй. В тюрьмах нахуй все вы нахуй вот эти, блядь, гей-парадом занимаетесь нахуй. В тюрьмах вы нахуй все, блядь, нахуй, как говорится, жопа давалки, блядь. Тюрьмы нахуй, кстати, насчет тюрьм, блядь. Да, вот это по тюрьмам одна женщина, которая в очках толстенькая, рассказывает постоянно, что зеленая зона. Зеленая зона, значит, это мусульмане. Зона мусульман. Получается, значит, если зона мусульман сейчас крышует после грузин, получается, вся зона стоит под мусульманами, нахуй. Там никто, блядь, нахуй, против мусульман не может вякнуть. Вякнуть может только те гондоны, которые краснота ебучая, это менты. Менты, которые сажают на бутылки наших и швабры суют. Вот это, блядь. Вся кадыровская хуета, блядь.
и вся путинская хуета. Вот эта вся байда нахуй, даже в тюрьмах изгаляются нахуй над сидящими, как говорится, людьми. После этого, что вы, узкожопые нахуй мне хотите предъявить тут нахуй? Кто у кого сосет, блядь? Вы нахуй сосете у своих нахуй депутатов нахуй. А сыновья депутатов вам ставят нахуй всем, блядь, в рот. Они кайфуют, ездят на крутых тачках, ездят за границам нахуй. А вы мочитесь нахуй под себя там в окопе нахуй, когда прилетает украинский дрон. Вот так вот. Поэтому вам вякать тут еще, блядь, нахуй рано, блядь. Связали, блядь, нахуй, вы определитесь от своих нахуй, как избавиться будете. Навальнисты вроде петушатник ебучий пытаются что-то сделать, но, блядь, и за них-то никто не топит нахуй. Даже навальнисты не могут нахуй убрать Путина. И вы что-то, блядь, будете вякать нам? Мы, блядь, вас за 3 дня уберем. Если наши манкурты нахуй расчехлятся нахуй. Если наши манкурты, гондоны, проснутся, блядь. Ну, у них пелена. Они не могут проснуться, потому что они курят, бухают, кайфуют. За деньги едут убивать украинцев. Поэтому они не могут проснуться. Причем тут депутаты? А при том, потому что нахуй вся москалятина нахуй, блядь, создана из депутатов. Там нормальных людей там нету. Вся элита в Москве нахуй. А в регионах это чисто, блядь, шелуха, блядь. Из ихних нахуй презервативов. Использованных. Мусульманин истинный не будет в тюрьме. Почему не будет? Тут я не соглашусь. Человек, когда попадает в тюрьму, я так по примеру расскажу. Знал я одного араба. Вроде бы он... Так, Магриб. С Магриба, короче, да? Оттуда. Я не могу вспомнить. Вот он рассказывал, что несколько раз сидел, и, получается, Зинданда в тюрьме где-то, он выучил весь Коран. Он знал почти что весь Коран. И он мог читать намаз, допустим, вот встаем на намаз, он читал очень длинные суры. Я порой даже уставал с ним стоять, и как бы я только, допустим, если маленькие суры знаю, а он огромные суры читал. Но человек тюремщик, тюремный человек. Ну, как говорится, туда недалеко попасть. Это вообще-то близко. Поэтому, исходя от этого, Зиндан, это то место, где Аллах Та'аля сближает к себе. И любое молитва, бетундуа, как мы знаем все мусульмане, считается. Аллах сразу слышит из Зиндана любое дуа. Поэтому, в первую очередь, как мы в Башкортостан с Татарстаном зайдем, как в Андижане мои братья сделали такое дело, сразу откроем, как андижанскую тюрьму открыли, откроем в Башкортостане все тюрьмы, и в Челябинске, везде, где Алсынов в Перми сидит, все тюрьмы откроем. В Татарстане все тюрьмы откроем. В Оренбурге, в Самаре, везде тюрьмы откроем, иншаллах, везде. Выпустим всех нормальных. Маньяки только всякие нахуй останутся, узкожопые. Всех наших выпустим, всех. И дадим оружие. Их будет выбор. Они пойдут за нас или нет. Если не пойдут, уедут домой. Если они, допустим, будут с других регионов. Если захотят, пойдут за нами. Выбор дадим мы им. Всем, как говорится, откроем тюрьмы. Всем. Всем. Может, даже каким-нибудь долбоебам даже откроем, убийцам. Главное, чтобы он был за нас. Вот и все.
Вот так вот. Поэтому, как говорится, зиндандагыларны никогда нельзя забывать, потому что они тоже наши люди и сидят непонятно ни за что. Кстати, ни за что. В России вообще сидят многие ни за что. Хуй знает за что. Если помните, там несколько месяцев назад тоже об этом говорилось, в каком-то году издевались над узбеком, и этот узбек повесился где-то там, в какой-то тюрьме на севере. Вот так вот. Поэтому такой хуйни везде. Даже и в Узбекистане тюрьмы хуевые, такие же СССРские тюрьмы там нахуй. Бьют и все такое, блядь. Вот так вот. Поэтому насчет тюрем нахуй я лучше бы не зазнавался бы. Зазнаваться нельзя. Зиндан это самое последнее место наше. Слава Украине из Ташкента, Олга, Узбекистан. Ты сначала ядерную бомбу придумай. Придумаем, не ссыте. Ядерная бомба у нас будет нахуй. Ядерная бомба будет у нас. Так, само собой, насчет ядерной бомбы я уже где-то высказывался. Ядерная бомба будет обязательно. Без этого никак. Эта грязная бомба нужна, блядь, чтобы удерживать вас, пидорасов. Чтоб нахуй, когда мы вас трахнем нахуй, и когда нахуй ваша жопа заживет, вы вдруг захотите на нас напасть. И вот для этого нахуй будет нахуй кнопочка у нас такая. Узкая кнопка, я в тот раз высказывался. Узкая, длинная, узкую кнопку сделаем такую. Как штык нахуй. Вдруг нахуй, блядь, нахуй. Вы выебнетесь, мы воткнем этот штык вам в задницу. Прямо нахуй. Москалятину вашу нахуй полетит. Так что нахуй, вот тогда будет нахуй, как этот Путлер пидорас сказал, кому-то в рай, а кому-то джаханнам. Вот тогда мы будем думать, кто, как говорится, будет в джаханнаме, а кто в раю. Кто мы? Башкортостан с Татарстаном. Кто мы? Явно не узкожопые, блядь. Я же против узкожопых топлю, мне узкожопые нахуй нужны. Они по горло сидят, блядь. Уже заебали же вы, бля, весь мир нахуй. Вас же, блядь, нахуй, как говорится, неугомонных нахуй, блядь. Никто не любит нахуй. Никто. Ой, блядь. Вот так вот. Так что вот здесь еще этот очнулся, блядь, очнулся. Я же их как бы больно не люблю, нахуй. Эрдоган очнулся, блядь. Блядь, очнулся, нахуй, через 2,5 года, нахуй. Или даже не 2,5, нахуй. С 14 года, как Крым взяли, очнулся Эрдоган и говорит, нахуй, Крым нужно вернуть Украине. Оказывается, опомнился. Блядь, 10 лет прошло, он опомнился. Я же вам рассказываю, тот орлар, который топит нахуй. Если услышишь нахуй мой этот стрим, где-нибудь, может, кто-нибудь доложит тебе, Рафис Кашапов и Нафис Кашаповым, вот этой группе нахуй. Про шмандовки Татарстана. Я вам говорю. Вы, старики-разбойники, нахуй. С Турции, нахуй. Хотите, нахуй, Татарстан продать, блядь. Но это, нахуй, нам не надо. Мы, нахуй, уже не как вы, нахуй, шизанутые, нахуй. Мы адекватная, нахуй, молодежь, которая, блядь, реально хочет, чтобы, блядь, Башкортостан с Татарстаном был независимым. Нам, нахуй, не нужна Турция, блядь. Нам не нужна Турция, блядь. И получается, 10 лет, нахуй, опомнился Эрдоган и говорит, нахуй, про, блядь, свободу Крыма, блядь. Ему захотелось Крыма, нахуй, еще оттяпать, нахуй. Может, блядь, он, может, глаз положил на Крым? Крымских татар под себя, может, замять хочет? Как говорится, отжать от Украины? Тоже интересный вопрос, нахуй. Оставляем пока его открытым. Вот так вот. Поэтому, как говорится, вас, узкожопых, нахуй, здесь, в Европе, нахуй, никто не любит, по сути. Вот вы мне тут комменты пишете свои гнилые, нахуй. Вас же, нахуй, вас же, сам, блядь, Майкл Наки, нахуй, с американским паспортом, нахуй, вас чмырит, блядь.
что вы нахуй, блядь, зомбаки ебучие нахуй. Вас же, блядь, нахуй, самих, блядь, нахуй, тут, блядь, Европа вся нахуй, то ли из страха нахуй, то ли нахуй из-за незнания нахуй, да и вообще нахуй, это, говорится, ждут непонятно чего они. Вас надо ебашить нахуй. Они, блядь, вас, по сути, ненавидят уже за такие действия нахуй. Где нахуй вы, блядь, нахуй, зомба нахуй, игроки нахуй, которые претесь на Украину. И вас они ненавидят из-за того, что, блядь, нахуй, от Путина нахуй ждут, что, блядь, вы можете нахуй пойти, блядь, на Европу. Но они нахуй вам точно нахуй Кузькину мать нахуй покажут нахуй. Кузькина мать нахуй, блядь, точно нахуй будет нахуй из Европы. Это гарантированно. Если Европа попрет, точнее вы на Европу попретесь или что-то в этом роде, но мы точно там сложа руки не будем стоять нахуй. Мы, кстати, в Европе как раз таки. Мы вот из Европы-то и заебеним нахуй. Так что ваша прошмандовка Навальная нахуй, если даже захотите Путина убрать, блядь, прошмандовка Навальная нахуй, она нихуя не добьется нахуй единства России. Развал будет нахуй. Развал России однозначно будет, хоть как. Хоть тресните нахуй там. Потому что нахуй вас только нахуй. Реально нахуй. Могила только исправит, блядь. По-другому вы нахуй не понимаете, оказывается, нахуй. Нихуя. Вы, получается, думаете только о том, что урвать из других нахуй, блядь, республик, спиздить, убить, как вот сейчас, блядь, на Украине, до этого было в Чечне. Вот такие только действия вы делаете. Вот так вот. Вот тут, короче, пролетела новость нахуй. Так. Так, как говорил Блинкен, перед принятием решения власти двух стран намерены ознакомиться с военными планами Украины. Так что не исключено, что в дополнение к БПЛА скоро по территории РФ полетят и дальнобойные ракеты. Так что скоро нахуй ждите дальнобойные ракеты. И надеюсь, какая-нибудь из них нахуй долетит и до Башкортостана, и с Татарстаном. И дальше может еще куда-нибудь по башке нахуй. Допустим, в Чечню, в Дагестан. Я буду очень рад. Нет, вы, как говорится, запомните это. Я буду очень рад. Почему? Потому что нахуй вас, манкуртов, Башкортостанда, Татарстанда, только таким образом можно разбудить. Когда по вас нахуй будут хуярить нахуй, бомбы нахуй, блядь. Вот тогда только вы поймете, как умирают на Украине люди. Как нахуй дети остаются без родителей. Или как вот недавно мужик пошел за водой, 3 дочки и жена умерли. И как вот ему жить? Из-за вас, пидорасов. Из-за вас, вы слабые нахуй, которые вы не можете против Путина пойти. Из-за вас это происходит, понимаете? Вы думаете, вы ни при чем? Вы конкретно при чем? Даже не косвенно, а прямолинейно вы при чем? Потому что вы не можете остановить нахуй этого Путлера. Как я и говорил нахуй. Попал в армию, ебашь, блядь, комбата. Едешь, блядь, нахуй, призывной пункт нахуй. Нападай нахуй, убивай всех там нахуй. Сжигай нахуй призывной пункт, блядь. И беги оттуда. Делайте нахуй дела, блядь. Если вы нахуй реально нахуй патриоты, делайте дела. Останавливайте нахуй это смертность нахуй в Башкортостане с Татарстаном. Или тогда идите в лес, бегите в лес тогда. Берите нахуй
Боеприпасы, палатка, малатка, пиздуйте в лес, живите в лесу тогда. Другого варианта нету. Если вы не хотите, блядь, и так нахуй. Так что вот так вот. Ну что тут еще можно посмотреть? О, смешно, блядь, нахуй. Башкирия вошла, оказывается, пятерка регионов с лучшими условиями рынка труда. Угу. Пиздец, нахуй. Пиздец, нахуй. Тут 33, нахуй, человека, как говорится, класс вниз показали, нахуй. Потому что пиздеж это, блядь, нахуй. Пиздеж. Ну, комментарии даже есть. При сотнях тысяч, какой-то Рустем пишет, при сотнях тысяч мужчин на вахтах, при повсеместном пьянстве, при убыли населения, при потенциальной невозможности населения найти работу и да хуя чего там. И точка, точка, точка. Иванову Ленару намыло. Иванову Ленару намыло. Фуфломицом не кормите. А, это, наверное, какой-то пруфы. А, ну вот это вот пруфы, нахуй. Видите, блядь? Всякое поеботе, нахуй. Всякая хуйня. Ой, нихуя себе, нахуй. Вот, блядь, насчет школ, блядь. Изучать беспилотники будут, оказывается, в 8 классе на уроках труда. Нихуя, блядь. Вы чё, нахуй, военными, нахуй, уже, блядь, детей хотите делать с детства, нахуй? Убийц, нахуй, да, создаете, получается? Охуенно, блядь. Что ТАСС сообщает, что вышло первое учебное пособие для изучения БПЛА, предназначено для 8-9 классов. Там рассказывается о квалификации и устройстве беспилотников, основных ручного пилотирования, трендах, сфере, т.д. Изучать его будут в модуле робототехники и выделять для этого специальное материально-техническое обеспечение. Охуеть. Получается, нахуй, логика, нахуй, это узкожопых, нахуй, с 8 класса делать, нахуй, создавать террористов в школе, блядь. Потом говорят, блядь, мы террористов не можем поймать, нахуй. Террористов будут создавать. И тут, получается, как раз-таки логика и выходит, что, блядь, весь террор, блядь, ИГИЛ, нахуй, и всякое вот это, блядь, поеботина создано кем-то. А может, это, нахуй, создано Россией, нахуй. Так что секретные материалы, нахуй. Истина где-то рядом. Итог таков. Так, что тут нахуй опять? Да хуя комментариев. Так. Беспилотники не все же боевые. Ну, не все боевые. Понятно, понятно, понятно. Да, там курьеры, блядь, нахуй, начнут нахуй таскать еду, нахуй, да ведь? Что-то в этом роде, да ведь? Как я где-то видел, блядь, видос в ТикТоке так преподносят. Пиццу возят, да, этот. Ну это понятно, но, блядь, нахуй, но все равно это идиотизм полный. Крофил какой-то. СПБ приглашение на фестиваль. Через VPN и говоришь, я в подвале. Где-то сидишь через VPN и говоришь, я в подвале. Ну да, да, блядь, нахуй. В подвале нахуй. Подвал у меня нахуй пиздец глубокий нахуй. Кстати, нахуй увидел тоже в дожде показали, какой подвал создали эти палестинцы или кто, которые у них в Израиле. Нормально, да, они построили туннели?
Так что вот так вот. В Башкортостане, в Татарстане тоже мы такие туннели будем строить, на всякий случай. Бомбоубежище. От узкожопых нахуй. Так. Итак, дальше, Туланар. Что-то комментарии у вас какие-то тоже опять пошли. После ковида мозг подростков постарел, оказывается. Охуеть. Причем в гораздо большей степени это коснулось девочек, чем мальчиков. А тут-то видно нахуй, блядь, нахуй. Девочек нахуй, блядь, после ковида нахуй, мозги нахуй стареть начали. А тут-то видно нахуй. Понятно, понятно. Блядь, теперь я понимаю, почему нахуй они отправляют нахуй всех, блядь, нахуй на войну. Мозги нахуй у наших женщин постарели, блядь. Представляете? Если мозги уж у них постарели, значит, получается, и вы для них уже старые. Поэтому вы, как биомусор, едете нахуй, как говорится, зачищать нахуй Россию. Не Украину, а Россию. Потому что вы само истребление нахуй России. Спасибо вам, манкуртам. Самоистребляйтесь. 150 человек не смогли вылететь в Уфу из Шереметьево. Пиздец нахуй. В Мурманске тоже ограничили работу аэропорта. Молодцы. Вот. На днях тоже слышал, и вот тут как раз это написано. Психическое расстройство снова будут лечить электрошоком, оказывается, со следующего года. Представляете? Теперь, получается, вы психопаты нахуй. Будете, блядь, нахуй, как мыши нахуй, испытательные нахуй, электрошоком нахуй вас будут лечить нахуй. Как говорится, кутыгизга нахуй, шокер тагалар нахуй, наверное, или что-то в этом роде. Вот так что. Поэтому так что Россия нахуй, не вздумайте становиться психами нахуй. После нахуй это как съездите нахуй на Украину. Потому что после Украины явно нахуй там неадекваты приезжают и начинают учить еще в школах нахуй детей, как говорится, как можно дрочить там или что-то в этом роде. Правильно. Так. В школе в Башкирии повесили камеры в туалетах. Охуеть. Пиздец. Кызларны да сігіп білмейді қазір туалетта. Охуеть. Охуеть. Так что сігініп жүрмәгіз, малайлар, кызлар. Ну, тут до хрена всякого дерьма. Я этот уж быстро прохожу. О, Хабиров сказал на оперативке. Конечно, менять правительство не больно хочет. Нашей управленческой команде не стыдно за 5 лет работы. На это его мнение. Но это его мнение. А вам как правительство под предводительством Назарова? Понимаете, вот башқұрт bilan татарға тағын мен айтасым келе. Мына көрасызмы? Вроде бы нахуй Манкурт нахуй Хабиров басып тұра президент болып, әйме, как бы, да, блядь, Раиси ебаный нахуй, да, как Рустем. А рядом нахуй Назаров. Этот Назаров, блядь, нахуй, кто там по нации? Чё за нахуй чупашила нахуй? Узкожопый? Финно-угор, блядь? Или финно-угри, блядь? Или какой-нибудь еврей нахуй, гребаный? Вот после этого нахуй, если вот сколько я, блядь, веду, блядь, всякие нахуй, так скажем, нахуй, глаза открывающие нахуй эфиры, я не знаю, блядь, нахуй, кто вот всего этому нахуй противится нахуй. Есть же, наверное, люди. Вы давайте уже нахуй, блядь, как-то высовывайте нахуй свои жопы нахуй, как говорится, наружу. Хватит уже нахуй, блядь. Сегишіп жатырғанда, урслар, блядь. Давайте уже выдвигайте нахуй свои нахуй, блядь,
высказывания, или как-то, я не знаю, или также канал открывайте, или нахуй пишите мне, блядь, нахуй группу в Телеграме. Я хрен знает, блядь, как вы собираетесь, нахуй, блядь, избавиться от русни, блядь, если вы ничего не делаете. Если вас, нахуй, нашла, блядь, каждый, блядь, урыски или психопкита, нахуй, и вы молчите, я просто не могу понять этого, нахуй. Так. Ой, блядь, никакого больше инглиша. Вывески на английском предложил ограничить на башкирских улицах писатель и депутат Госсобрания Айгиз Баймухаметов. По его мнению, теперь защищать надо уже не только башкирский, но и русский язык, который вытесняется. Блядь. Такие манкурты, нахуй, у нас депутаты. Ой, блядь, я хуею. Блядь, Кутабаш, нахуй. Башкирт тілін, наоборот, татар тілін, блядь, надо развивать, блядь. Ёк, блядь, вытесняется, оказывается, узкожопый язык, блядь. Нахуй он нужен нам? Мы обтырим, блядь. И отметил, что если пройтись в Уфе по Карла Маркоса и Мустафа Карима, может сложиться ощущение, что ты в другой стране. Сплошь надписи на латинице. Само собой. На латинице должно быть наша писанина. Само собой, нахуй нам кириллица. Кириллюшки нахуй нам не нужны. Тупизм нахуй. Вот такие вот люди у нас нахуй. Правят нахуй Башкорстаном и Татарстаном. Всяко. Да, туганлар, короче, мен білмеймін даже. Дерьма, конечно, всякого хватает. Вот, еще футбол нахуй. Футбол. А так говорят о новом молодом 20-летнем Даниэле. Достался бесплатно, а оценивается в 45 миллионов. Какой-то, блядь, Даниэле Корнюшине, который пополнит в качестве защитника город Уфа. Это, блядь, футбол Уфа. Нахуя нам нужны эти футболисты, притом, блядь, с такими балбосами, нахуй. Нет, нахуй, независимого Башкортостана, блядь, нахуй, чтобы, нахуй, иметь это футбольные команды. Нахуй они нам нужны, блядь. И опять-таки, нахуй, везде, нахуй, узкожопые. Высасывают деньги. В Уфе появится зоопарк, оказывается. Типа. И опять-таки, нахуй, контракт 25 миллионов рублей, блядь. Пиздец, нахуй. Шулай иттереп, туганлар. Мында новостилар дохуя. Үзегездә укып торасыздыр инде. Суть такая, нахуй, что вся вся причина, нахуй, что узкожопые это имперцы. Имперцы. Везде, блядь, нахуй, они свои щупальцы пустили и пытаются, нахуй, нам, блядь, навязать свою, блядь, нахуй, идентичность. Типа, нахуй, без башкорт, блядь, татар, мы должны как-то под них подстраиваться. Нихуя. И поэтому они создали, нахуй, всякие русские общины. Почему, блядь, я постоянно говорю об этом, нету башкирт и татар общинасы, Дагестан общинасы юг. Где наши общины? Почему есть узкожопая община? А где наши, которые против них идут? Почему нету? Почему? Вот обоснуйте это.
В свое время что-то мне рассказывал, типа, вот, типа, этот, этот, Рафис Кашаповы, они были там, какой-то татары, что-то такое, вставай татары или что-то такое, блядь. Руслан Габбасов там, этот, Алсыновы были вроде там, башкорт там, что-то такое, башкорт, что-то такое. Все, укокошили всех нахуй. Кто сидит, кто съебался. Но если даже вы вот такие нахуй не можете, как против ебучих узкожопых нахуй, делать какие-то движения нахуй. Почему узкожопые могут, а мы не можем? Сами себе вопрос задаете? Значит, если вы на него не можете ответ найти, значит, нужно, блядь, нахуй, на наш путь вставать. Мы вам показываем, какой путь есть. Один путь, нахуй. Крэш. Безнен, блядь, национальный, сүзебез, национальный, безнен, нахуй, спортымыз бар. Крэш. Нәрсе үшін берілген ол күреш? Біз күрешшіміз. Күрешерге керек. Қорқып отырмастан, давайте күрешик, давайте, блядь, нахуй, кутак қойық, нахуй, ұрысларға, блядь. Қошаға қатлы, блядь, біз, блядь, күрешмейбіз, блядь, қорқабыз, нахуй. Вот еще где-то тут новости. В каком-то, нахуй, блядь, детском саду, нахуй, там уже, нахуй, втирает, нахуй, 5-я штурмовая бригада. С пеленок уже внушает, нахуй, что они, нахуй, сука, нахуй, бойцы, блядь. Захватчики, нахуй, фашисты. У них, блядь, нахуй, вот я вижу фотография, нахуй, получается, нахуй, винетка, так скажем, да, ведь, детсадовская винетка, нахуй, все, нахуй, в пилоточках, нахуй, бейсболочках, нахуй, так скажем, военных, нахуй. И все такие, нахуй, пиздец, Кремле, блядь, нахуй, страдальные дети, нахуй. Просто идиотизм, нахуй. В России идет полнейший идиотизм, нахуй, какого-то маразма, блядь. Тот же микс коммунизм, фашизм и нацизм. Все вместе, флакон один, нахуй. Короче говоря, не русская община, нахуй, а конченная, нахуй, община, блядь. Конченная, нахуй. И этому конец, нахуй, поставят украинцы. Украинцы вам поставят конец всему. Ждите, нахуй, ждите. Вы, как говорится, и будет это, говорится, конец всему. А Навальнятам, само собой, нахуй, не будет доступа. Навальнята, нахуй, не смогут сделать, как говорится, лучшую там, или как там говорят, классная Россия, блядь. Классная Россия не будет, нахуй. Вот и все. Татар жігіт жарайсың, күресу керек. Шулай айтам бит енді, күрешерге керек. Күрешерге керек, обязательно. Поэтому я вот, ну так скажем, наверное, знаете, вот более решительные, конкретные действия, да, ведь предлагаю людям. И, наверное, вы, ну, очкуете, да, реально, наверное, очкуете. Я понимаю вас, я понимаю, очкуете. Башкортлар, татарлар, я понимаю, Дагестан и чеченцы, я понимаю вас. Но Путин что-то вас не понимает. То, что вы очкуете, вы не хотите там воевать, допустим, блядь. Он же вас не понимает. А почему вы как бы не можете, как говорится, ответить ему, что вы очкуете нахуй, мы очко нахуй, мы боимся нахуй, мы не хотим воевать нигде. Ни там, ни тут нахуй. Почему вы не можете вот так сказать? Почему подобие вот такие манкурты нахуй, если даже нахуй вроде бы Навальная хочет какой-то узкожопый мир создать нахуй, а наши манкурты топят вместе с ними. Почему? Подобие Фариды Курбангалеевой нахуй, еще всякой других нахуй. Почему нахуй?
Вы что думаете, нахуй, в узкожопом мире, нахуй, шовинистами, нахуй, имперцами, нахуй, можно будет жить, что ли? Да и нереально. Нереально. Вот, даже принципиально урысталында хазыр мен сулим, чтобы эти долбоящеры тоже, вот тут они дохуя, вот пусть они записывают там доклад нахуй, пишут нахуй, и пусть нахуй донесут нахуй этим, это пидрилам нахуй, ФСБшникам нахуй. Пусть это доносят нахуй, записывайте, как говорится, ублюдки. Ну, так, чтобы нахуй, блядь, записывать, что мы придем за вами нахуй. Ждите. Вот так тоже, блядь, дайте им нахуй понять. Ждите, мы придем. Каждого нахуй достанем, нахуй. Каждого. И нас это не будет волновать. Вот так вот. И вот, еще вот где-то тут новости были, что этот, сегодня нахуй ёбнулся какой-то нахуй самолет нахуй. Какого хуя? Что за самолет ёбнулся? Что за нахуй? Получается, все-таки украинцы сбили сегодня самолет, получается, так? Я где-то эти новости видел, сейчас не могу найти. До этого вроде этот где-то я видел. Но суть такая, да, что, как говорится, самолет-то сбили. Если, получается, дроном или с чем-то сбили украинцы, получается, самолет, значит, ваши дела не так уж хорошие. Понимаете? До этого, как говорится, по ошибке у украинцев то что-то произошло с самолетом. Но там какая-то реально какая-то ошибка была. Потому что люди на ходу учатся. Из-за вас, пидорасов, на ходу учатся. Люди в жизни на таких самолетах, наверное, не летали, они учатся. Ебашить вас учатся. Попутно учатся и ебашат вас. Как бы, вот им надо герои давать, украинцам, а не вам, гондонам. Вот так вот. Ну, что я могу сказать уж? Примерно вот такая хуйня. И потом, когда вот у вас там еще такая тема, да, есть, типа, типа этот, в Европе, короче, кто-то вам говорили, постоянно радуйтесь, там, то, что замерзают, или что-то в этом роде, нахуй. Нет. В Европе, нахуй, вот самое интересное, нахуй, вот, как шел ваш газ, да, ведь, блядь, так и идет ваш газ. Понимаете? Смысл? Вы вот, допустим, там боретесь, нахуй, вроде бы, нахуй, против, получается, да, ведь, Украины, там, насчет того, что, блядь, нахуй, газ не давать, это что-то вроде, нахуй. Газ и приходит, нахуй. И газ приходит с России. Как это можно понимать? Как вы думаете? Двойные стандарты? Или война войной, нахуй, а обед по расписанию? Так можно понимать? Как можно это интерпретировать, нахуй? Вот каждый день я готовлю на газу, блядь. Газ есть. Проблем нет. Отопление пока, как бы, у нас вроде похолодало. Отопление пока не дали, но еще рано. Сентябрь, какое отопление, нахуй? Но отопление тоже на газу. Нихуя не на электричестве. Так что я считаю, что вы, как говорится, конкретно
что-то нахуй не втираете, блядь. И вот, одну новость еще хотел сказать. Насчет стукачества. Вот в Татарстане презентовали обновление приложения, я один день уже говорил об этом, «Народный инспектор». С его помощью жители республики смогут получать оплату, если снимут на видео следующей категории ПДД: загрязнение окружающей среды, выгрузки или сбросов отхода производства из автомобиля, ла-ла-ла. Не пристегнут ремень, проезд запрещать сигнал, нарушение требований, выезд на посту, преимущество. Главная задача с высокой аварийностью попутно вырастет осознанное гражданство общества. Короче говоря, эта хуйня как раз таки, вот, наверное, получается, разработана для того, чтобы, как в тот день я говорил, нахуй, фоткаешь нахуй и посылаешь нахуй стучать. Получается, учат народ быть стукачами нахуй. За деньги, наверное, еще. Как я говорил, какой-то телеграм-бот создали. Ну, это уже программу создали, получается. Подобие этого. Но тут еще добавили всякую хуйню еще. Вот так вот. Вот. Выше как раз таки об этом и говорится. В российском регионе объявили награду за видеосъемку нарушения ПДД. В Республике Татарстан объявили размер вознаграждения, которое будут выплачивать пользователям приложения «Народный инспектор» за фиксацию нарушений ПДД. Заебись, да? Блять, получается, блядь, кому нехуй делать нахуй, все будут нахуй вот этой хуйней заниматься. Сфоткали нахуй, отправили. Кстати, в Москве эта хуйня уже была. Парковка на газоны, парковка туда, парковка сюда нахуй. Потом, блядь, забирают нахуй и выкачивают нахуй с тебя взятки нахуй, менты нахуй. И особенно это, блядь, работает на приезжих. Как говорится, особенно это работает на таксистов. И, как говорится, эта тема уже была. Просто его донесли до регионов. И тем самым, получается, опять-таки, высасывание нахуй денег из народа, коррупция, взятки, договориться, давай по-братски. И вот опять та же система. Так что любым законом выходит нахуй коррупционная схема. Вместе, сразу. Ну вот, опять нахуй. В мэрии Уфы идут переговоры о создании нового своего перевозчика. Опять насчет перевозчиков. Заебали нахуй. Газелистов убрали. Блять, поставили это алга или что там нахуй. Карту поставили. Детей высаживают, блядь, с автобусов нахуй. Где попало нахуй. Не доехали. Оплату у детей просят нахуй. Все платное. Все хотят денег нахуй. Всем нахуй не хватает денег, блядь. Вот этот ебанизм вам не надоел? Вы не хотите просто вот как в Европе жить спокойно? Спокойно нахуй, жить не хотите нахуй? Что, блядь, нахуй есть социальная помощь? Вот, допустим, рассказать могу про социальную помощь, вот, допустим, которая вот нам даже дается. Допустим, нам дается такая, блядь, карта, где, блядь, скидка нахуй есть. По этой карте мы можем покупать нахуй билеты нахуй на вот этот городской автобус. Мы берем, допустим, если билет стоит нахуй 3 евро или там 5 евро, мы его берем там, допустим, за 1,5 евро. Один билет, допустим, 1,5 евро, допустим, стоит. Если он стоит 2 евро, значит, мы берем его за 50 копеек. Примерно вот такая скидка нахуй идет для социальников. Мы как социальники. В итоге вот такая тематика. А Башкортостанда, Татарстанда
только грабеж нахуй. В Татарстане нахуй война нахуй с приезжими нахуй в этих маршрутках нахуй, потому что все приезжие там местные никто не работает, все приезжие там нахуй контролеры вот эти нахуй, которые собирают в автобусе деньги нахуй, то ли узбеки, то ли таджики нахуй, война там у них потом там тоже я закачивал это видео, рассказывал. В Башкортостане то же самое нахуй. Вот это все вам не заебало нахуй? Почему-то в Москве, блядь, по-другому автобус ездят, а в регионах с войной ездят нахуй. И еще вообще нет автобусов. Все нахуй пробочные, маленькие нахуй. Пиздец нахуй. А народа дохуя. Почему не ставятся огромные гармошка и карусы нахуй? Почему? А Башкортостанга привезли нахуй из Москвы, на которых я ездил, блядь, в детстве, так скажем, в Москве. И эти трамваи привезли, блядь, в Уфу, блядь. Старую рухлядь нахуй прикатили с Москвы. Ну где нахуй логика нахуй? Где нахуй наши заводы в Башкортостане, где выпускают все нахуй, можно самим это сделать нахуй. Что, трамваи вы не можете создать что ли? До такой степени нахуй отсталость, до такой степени нахуй высасывание регионов нахуй приводит к тому, что, блядь, мы становимся никчемными нахуй, тупорылыми. А почему? Потому что нахуй, блядь, мы слабые. Башкортостан или Татарстан не может дать отдачу. И вам это, как говорится, может и не нравится, но вы и так и живете молча. Вот так вот. А грызетесь между собой, нахуй. Там бандранчики, пантранчики, хабирчики, нахуй. Блядь, хуесоситесь между собой, нахуй. А итог-то, блядь, народ на ровном месте так же, блядь. Гол как сокол, нахуй. Не больше. Вот шулай, блядь. Про Фариду Курбангалееву не надо говорить, что она манкуртка. Откуда такая информация? Блять, откуда, блять? Весь интернет полон, блять. Откуда? Ну, вам что, доказательства может кинуть? Ну, я об этом уже 1000 раз высказывался в закрытом в этом в WhatsApp у нас. Конечно, оттуда никто не вытащит эту информацию. Э, Это же нагло видно, нахуй. Во-первых, Фарида всю жизнь работала нахуй на российской ТВ. Всю жизнь она была, блядь, ебучим корреспондентом, ведущим, блядь. Э, как это, Андреева, блядь, Хуиндреева, блядь. Потом она, блядь, что-то ноги сделала. Потом у нее нахуй муж был вроде этот, умер нахуй узкожопой. Получается, дети тоже от узкожопой сделаны. В итоге, получается, она нахуй однозначно топила нахуй вот этой одной очкастой нахуй бабушкой выходили, стримили. Эта бабушка нахуй топит нахуй за то, что, блядь, нахуй Россия нахуй будет такой же нахуй, а они не топят за независимость. Так что вот дохуя и больше. Ну, конечно, блядь, они же шлюхи нахуй, они могут переобуться нахуй в любое время, сказать, не-не-не, мы топим за независимость Татарстана. Все-таки, да, я была дурочкой, но я теперь топлю, да, мы с вами. Так что вот так вот. Поэтому, как говорится, вы посмотрите побольше нахуй про нее видосы. Я перестал даже смотреть, когда я об этом понял. Я это уже высказал всей аудитории татарской. Они защищают ее, но нихуя. Меня не развести, блядь. Шунарга, как говорится, таких, блядь, манкуртов дохуя и больше, которые сидят на двух стульях. Кто победит, думает, на этом и будет сидеть. Она вроде топит, блядь, за Украину, и в то же время, нахуй, топит с русней. Как можно, блядь, топить за Украину с русней, блядь? Топить можно только за Татарстан и Башкортостан, нахуй, без русни. Вот примерно вот так. Я вам объяснил, надеюсь. А если она на публику, нахуй, вся такая, блядь,
красавица, нахуй, вот такие действия делает, нахуй, вот такие, как вы, которые задаете мне потом вопрос, вы будете думать, блядь, что за хуйня, блядь, где правда, где ложь, нахуй. Вот поэтому и есть, блядь, вот эти зомбаки, зомбоящики, нахуй, которые, нахуй, мутят, баламутят воду, нахуй, и всякие вот такие, пишут мне тут, нахуй, без остановки всякие, блядь, эти боты, нахуй, заебали. И в итоге, получается, у вас тоже, блядь, раздвоение личности происходит. Поэтому, нахуй, смотрите нормальные каналы. Если не верите, подписывайтесь в мой группу в Телеграме. Даже не подписывайтесь, хз, блядь. Этот, просто туда заходите иногда, заходите просто, блядь, читайте. У меня он не закрытый, никого я там не блокирую, если мозга не ебут. Просто читайте, что мы туда закидываем, что я говорю, и осознавайте, о чем идет речь. Если вы моим стримам не верите, вы там можете тет-а-тет со мной общаться. И я вам расскажу полностью, что как творится. Вы, может, внутри России и наблюдаете по-другому. А мы-то нахуй, как говорится, окно в Париж, блядь. У нас-то с Парижа лучше видать, нахуй, что происходит, нахуй, понимаете, в мире. И исходя от этого, вы должны понимать, что ваша доходчивая информация может быть фейковая, потому что вся российская информация, которая входит и выходит из Москвы и распространяется по Башкортостану и Татарстану, это все фейк. Вот и все. И поэтому нужно укырға, жүнні каналларны укырға керек, жүнні жерлерге қарауға керек, а не верить. Вот. Я то, что даже вам вот какие-то новости читаю, я чисто эти новости читаю, это, я не знаю, непроверенные каналы. Я чисто просто вот пруфы, однажды в Башкирии, это просто новостные каналы, которые они тоже откуда-то копируют, затаскивают туда, просто ведут какую-то хуйню. А у меня не так. Я веду конкретику нахуй. Если я что-то загружаю или что-то нахуй, значит по делу это идет там. А не так, что подряд все там. Оно, корова родила там, отелилась там, блядь, верблюд родил нахуй. Мне это нахуй. Вот такие темы нахуй, блядь, нахуй. Я их не развожу. Если даже просто загружаю где-то что-то, это я просто, когда я где-то гуляю, там что-то снимаю, я это вне дела. А суть все равно, блядь, моя остается такой же. Независимость Башкортостана с Татарстаном. Нам русские, нахуй, враги, враги. Этих узкожопых, нахуй, всех выгнать надо Башкортостаннан, Татарстаннан, которые не будут, нахуй, подчиняться под нашу конституцию. У нас должна быть своя конституция, нахуй. У нас должно, нахуй, быть, нахуй, все, что, блядь, касается именно увеличения численности Башкортостана с Татарстаном. И языковой барьер у нас должен быть таким, что мы Башкортостанда башкортча сөйләшергә уже өйрәнергә тиешбез бөтенебез, блядь. Урыс телен уже югалтырга тиешбез. Татарстанда шулай ук. Потом Татарстанда, как я и говорил, блядь, чукынган татарлар белән пусть разбираются, нахуй они еще. Чукынган татарларыгыз, блядь, анда 1% кто-то мне пишет, нахуй. Да хоть нахуй 0,01%, нахуй. Они есть, это уже факт, нахуй. Поэтому, нахуй, разбираться это вам надо. Как я чуть в начале эфира я говорил, что если мы мусульмане, нахуй, значит, пусть будет, нахуй, все по-мусульмански, нахуй. А не так, что когда-то кого-то крестанули, нахуй, до сих пор с креста не могут слезть, нахуй. Долбоебы. Этот, которые думают, что, блядь, нахуй, они, блядь, верят, как говорится, Иса Пайгамбарге. Это что такое, нахрен? И потом мне еще тут пишут люди, ты не мусульманин. Ты вот, если ты мусульманин такой истинный, ты пойди, объясни вот этим, блядь, татарам, блядь, пидорасам, которые когда-то крестанулись и до сих пор не могут вникнуть, что они татары и никак не могут отойти от креста, блядь. Так что вот так вот. Если сөйлесең сөз бітмәс монда, блядь. Нефть и газ идет в Европу за детей чиновников, которые учатся и живут в Европе. Ну да, да, вот. Оно идет без остановки. Даже Зеленский гайку там не крутит, не закрывает. Так что идет оно и идет. Кстати, кто взорвал вот это? Выяснили же? Вроде бы говорят, что взорвали какие-то наемные, получается, украинцы.
вот этот нефтяную трубу в этом Красном море или какое море нахуй там, Баренцево море в Германии. Кто его взорвал, блядь? Тоже вопрос остается еще открытым. Непонятно. Ну, копали, копали, вроде выяснилось, что Зеля нахуй заказал эту всю тему. А потом сказал, типа, Зеля отошел, а те все равно выполнили дело. Странная тема была. Ну, нам похую, блядь. Чего было, не было, нахуй. Все равно это все, что идет газ, нахуй, это весь наш газ, наша нефть, нахуй. Поэтому чем меньше она идет, тем лучше, нам больше достанется. Поэтому быстрее нужно отжимать все свои земли, нахуй, и уже становиться хозяином своих земель. Не нужно, нахуй, ходить, получается, клянчить, нахуй, что... Клянчить, блядь. Ой, блядь. Что за хуйня? Вот так вот. Пытаюсь этот... Сука, блядь. Не видно, нахуй. Зарядник хотел засунуть. Так. Вот так вот. Так что делов до хера. Так. В Башкортостане башкирский язык должен быть язык межнационального общения. Ну, само собой, но мы, как говорится, башкирский, татарский у нас одинаковые, нам никакой разницы нету. Это нужно другим, допустим, тем же, кто там будет, украинцы, марийцы, мордва и вот такое. Главное, узкожопых, чтобы там нахуй не было. Ты хоть понимаешь сам про что высказывание говоришь? Ислам религию не трогай, индеец. Давай доминал нахуй, индеец, блядь. Индеец ты нахуй. Так. Руслан Габас поддержит Фариду Курбангалееву на 100%. Да ну нахуй, значит он тоже не из наших, блядь, если он ее поддерживает. Значит тут уже, блядь, нахуй не то, блядь. Я же говорю нахуй. Я почему нахуй, как говорится, отошел от Рафисов Кашаповых нахуй? Потому что они топят нахуй через турков. А Курбангалеева топит нахуй с русней. Вам, вы не задумываетесь об этом нахуй? Что за хуйня, что за игра, блядь? А я вам объясню, блядь, коротко нахуй. Это игра сидение на двух стульях нахуй. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, вот эта вся поеботина, так скажем, как это сказал, штемпелемент, блядь, или как это слово нахуй даже повторить не могу. Короче говоря, вот это нахуй, белые воротнички нахуй, из себя возомнили нахуй то, что, блядь, они нахуй невъебенные историки, невъебенные политики, кутаксанаклара, блядь, и они будут нахуй тут, блядь, править миром нахуй. Нихуя, блядь. Нихуя. Шунарға мен айтам бит инде. Только қара халық будет нахуй править Башкортостаном и Татарстаном. А вот эта вся поеботина, которая мутирует нахуй каждым днем нахуй, подобие становятся навальнистами нахуй, хоть и критикуют навальнистов, а они, блядь, тоже такие же навальнисты, только татарского разлива нахуй. Поэтому нам они не нужны. Поэтому они вроде бы, блядь, нахуй, выскользнули нахуй, каким-то образом нахуй, за кордон давить, блядь, нахуй. И начали вот эту тематику нахуй продвигать. Нахуя? А продвижение их, не оказывается, началось не так давно. Не так давно. Я вам напомню, они двигались вообще, блядь, давно, может, но они подключились именно, волну поймали, когда Украина война началась. Понимаете, вот на этой волне они хотят соскользнуть нахуй. Точнее, заскочить нахуй. Короче говоря, поняли. Вот примерно вот такая тематика. А если по такой тематике нахуй, блядь, это, наверное, я думаю,
причин, да, таких, да, чтобы развестись от России, нахуй, было у нас дохуя. Дохуя. Нәрсәгә именно олар Украинаны сугышын көтеп утырганнар монда. Вас этот не смущает такие, блядь, странные вопросы? Вы сами себе не задавались? Нәрсәгә Рафис Кашапов, который, блядь, хвастается, что он 30 лет борется, нахуй, за независимость Татарстана, он опомнился во время Украины. А это мне чуть-чуть глаза приоткрыл сам человек, которого после меня тоже заблокировали с WhatsApp. Это Павел Железняк. Если не верите, можете написать ему. Везде он тоже есть. Павел Железняк. Наполовину украинец, наполовину татар. Татар-украинец. Спросите у него, в чем весь сыр-бор. И вам он ответит нахуй. Поэтому, исходя от этого, то, что все происходит в этой поеботине, нахуй, сборище вот этой, которое вылазит, нахуй, из белые там воротнички наши, Рафис Кашапов, Нафисы, Фарида Курбангалиева, Руслан Айсин, Руслан Габасов и вся вот эта шушера, она, как бы, знаете, просто қара халыққа мен аңлатам. Просто они хотят поменять, получается, власть и стать и создать диктатуру. Мы не сможем гарантировать, что не будет с ними диктатуры. Мы не сможем. Особенно с Рафисами Кашаповыми, Фаридой Курбангалиевой и вот этой всей шушерой. Они просто прошмандовки. Прошмандовки. А над ними будут рулить вообще другие. Они просто выполнять будут ту же грязную работу, которую делает сейчас Ради Хабиров и Рустам Минниханов. То же самое. То же самое, что может оно и в Чечне то же самое будет. Но там пожестче, конечно. Там менять клановую систему надо. У нас-то кланов нету. Вот. Поэтому, Шунарга, что я хочу сказать. Если вы конкретные патриоты, вы должны понимать, что если народ не будет услышан, народ, вот если даже, допустим, мы победим, и вот эта вся басота войдет, да, туда, и если они не услышат народ, получается, их тоже нужно будет менять, этих стариков-разбойников. Как говорится, под ними, нахуй, мы не должны постилаться. Біз оларға нахуй біркім түгіл, нахуй. Олар бізге біркім түгіл. И то, что, блядь, они, если даже попытаются победить это, но они постоянно говорят, без крови они побеждать будут, оказывается. В словесном бою, оказывается, они будут побеждать. Охуенно, блядь, нахуй. В словесном бою, оказывается, урыслар куркып, и бізге резко беріп қоялар Башқұртстанны, Чечняны и Татарстанны беріп қоялар. Все, біз қорқамыз, yok, біз қорқамыз, да, біз, все, мы отдаем, блядь. Да такой сказки никогда не будет, поймите. Когда даже просто вошли в Андижан, в Узбекистане, мой город, вошли, как говорится, освободители против Каримова. Каримов что сделал? Притащил, блядь, БМПшки, ПКТ, знаете, да, ПКТ, нахуй, какими пулями стреляет. Минимум то ли 12, то ли 15 сантиметров длиной, нахуй. Вот этими ПКТшками всех моих земляков положил, нахуй. А рыки, нахуй, полные крови текли, нахуй. И штабелями потом вывозили самосвалами, нахуй, за Андижан, нахуй. Даже не хоронили, просто вырыли яму и туда закидали трупы. Потом родители приезжали, искали своих детей, жен и так далее, забирали хоронить. Вот что он сделал, этот Каримов. А вы хотите, блядь, нахуй, голыми руками, нахуй, взять узкожопых? Да нихуя. Как этот, мышление, нахуй, Рафиса Кашапова, нахуй, и Руслана Габасова. Без войны, без крови. Не будет такого, не будет. Поймите это. Если бы такое было бы, нахуй, тогда, блядь, нахуй, любой, кто что-то сказал бы в Башкортостане, никто бы не садился бы в тюрьму, как Алсынов, за карахалок. Не то, что он даже, блядь, он не говорил, чтобы такое, что мы отделимся от России. А мы говорим. Представили, какая разница? Он просто за какую-то ебаную гору, блядь, боролся. А мы боремся за народ, блядь.
Нам эта гора нахуй не нужна, по сути, блядь. Есть она, нет там, блядь, нахуй. Мы за горами не охотимся, нахуй. Нам эта гора нахуй не нужна, блядь. Только низкопавшие люди, нахуй, цепляются за горы, блядь, за какие-то леса, за земли, нахуй. Если, блядь, людей не будет, эти земли, горы кому достанутся, блядь? Пришедшим, блядь. Значит, получается, нужно же, блядь, азы, кто это? Значит, начало надо защищать, людей. Люди, блядь, потом эти горы будут эшкертерге. Там земли пахать и так далее, сажать, урожай собирать, мед туда-сюда. А не горы сами себя, нахуй, будут что-то делать. Поэтому эта логика не работает. Если вот такой логика, нахуй, природная логика, нахуй, в 21 веке по данным, она не работает. Она не работала никогда. Почему, блядь, народы друг другу, как говорится, когда какие-то войны шли, они шли с народами, а не с горами, нахуй, или какими-то, нахуй, действиями, блядь, тупорылыми, блядь. Там борьба за природу, борьба такая. Это просто сейчас люди ёбнулись в 21 веке, какие-то борцы появились, нахуй. Вон, в Германии тоже были зимой, наблюдал я, блядь, на деревьях, блядь, с деревьев снимали людей, чтобы деревья не срезали, и там что-то немцы хотели что-то выкачивать. Немцы, блядь, в защиту экологии встали. Долбоебизм. Полный долбоебизм. Шунарга айтам мин, дуслар, самая главная наша задача сохранить народ, а не, блядь, их нахуй каждый день выстригать нахуй, как баранов нахуй в этой ебучей войне, блядь, с Украиной. Понимаете? Поэтому, чтобы остаться в живых, хоть чуть-чуть, блядь, нужно сохранить себя, а не горы или там ни нефть, ни газ, блядь. Это все будет, Аллах Таалям бізге берген, ул була ул. Булмаса, дөнья бетә. И все бетәбез, куябыз, китәбез теге дөньяга. Проблем нет. А если вы нахуй гонитесь, гонцы нахуй за недрами нахуй, за деньгами, за богатством нахуй, то вы проигравший народ. Вы давно проигравший народ, по сути. Люди, как говорится, которые идут нахуй за какими-то нахуй вожделениями нахуй, а это проигравшие люди. Вот это уже конкретная, блядь, тема. Поэтому не зря у нас, чтобы укротить, я в тот раз тоже говорил, Аллах Таалям создал нефс. Нәфсімізді нахуй, күтібізге тыға білмәсәк нахуй, укращать, если мы свой нефс не можем нахуй, мы никогда не будем сытыми нахуй. Никогда. Ни в еде, ни в какой-то политике, нигде нахуй. Поэтому, исходя от этого нахуй, если вы на пути Навса Путина идете и пытаетесь, блядь, захватить Украину, то вы проигравшие люди. Вы проигравшие уже давно. Вы, не начиная эту войну, вы уже проигравшие. Просто сейчас идет ваша смерть. Вот и все. Вот так вот. Поэтому слава Украине. И подобие такие Украины были до этого Грузия, было до этого Чечня и так далее. И ничего вы, нихуя вы не добились и не добьетесь. Все равно у вас останется враги. Поэтому эти враги рано или поздно нахуй консолидируются. Вот это слово нахуй не могу повторить нахуй. Короче, соберутся и выебут вас всех. Узкожопых. Просто, как говорится, наша задача выстоять это и, как говорится, вытащить с Башкортостана и Татарстана единомышленников, которые реально могут конкретно нам, как говорится, помочь. Точнее, не нам, нам всем помочь. Нам всем. Если даже сдохнем на этой теме, то мы будем нахуй, как говорится, на том свете победившие. Это дерьмо под названием Путин, узкожопый и так далее. А если вы думаете, что, как говорится, мы сейчас вот, ну, типа, за Путина побудем чуть-чуть, а потом резко перескочим за нас, ну, вы, блядь, сильно ошибаетесь. Вы сильно ошибаетесь, потому что мы будем понимать, точнее, принимать людей, которые
будут с нами и были с нами. Но их пока нету. Условно где-то есть они, условно. Но конкретно взять оружие пока никого нету. Пока никого нету. Поэтому вот давайте будем собираться, чтобы мы могли найти тех братьев, которые реально могут взять оружие и пойти, как говорится, против Путина. Я вас не призывал, не призываю к какому-то нахуй, как мне сегодня высказал, террору или что-то в этом роде. Это не будет террор, это будет освобождение. Освобождение за, как говорится, независимую нашу республику. Вот и все. Это не террор. И не нужно нахуй хуй с пальцем путать нахуй. И мы не игиловцы, мы не идем по какой-то ебанутой сектантской тематике нахуй. У нас нету секты нахуй, у нас нету нахуй вообще даже написанной доктрины нахуй, сектантской какой-то нахуй, что мы там вот там сейчас там ёбнем, тут ёбнем, та-та-та, это будет. Нет, у нас есть одна только цель, мы ёбнем только узкожопых. И все. И все. И больше таких действий больше у нас не будет. А у сектантов и у игилов оно всегда, оно без остановки идет. Понимаете? Какая разница в нашей тематике. Поэтому, как говорится, у нас нету такой тематики, чтобы постоянно с кем-то воевать нахуй. Нет, мы один раз отвоюем нахуй свою землю, уже мы будем знать нахуй, что туда нахуй никто не подойдет. Потому что у нас будет своя армия в Башкортостане и в Татарстане. И также советую других, конечно, они сами умные, сами тоже создадут свои армии. Вот и все. Главное, нахуй, потом, блядь, к нам не приходите, блядь. Которые получите независимость, к нам не приходите, нахуй. Так что каждый пусть у себя дома, нахуй, сидит. Вот так вот. У каждого свой рыск, и у себя ройте там землю, хоть что делайте, хоть взрывайтесь там, нахуй, хоть ебитесь там, нахуй. Похуй нам будет. Главное, чтобы мы оставались друзьями, в первую очередь, туганлар, мусульмане, братья, вот что-то в этом роде. И всегда, что помнили, всегда, что помнили, и дети наши помнили, запишите нахуй миллион томах, блядь, что узкожопые наши враги. Чтоб никто не забыл. Наши внуки, дети и так далее, чтоб никогда не забыли, что узкожопые были и будут врагами. Никогда, чтобы они этого не забыли. Все. Вот так вот. Так, ладно. Тут почитаем что-нибудь так. Сколько на солях сидишь? Ай, блин. Мага, не сижу я на солях. Вот тебе твои мусульмане Кариной расстрелял, и ничего ему не сделали. А при чем здесь русский народ, если русские сами в оккупации евреев? И леса нужны, и горы, и их защищать надо, а от истребления больной. Русские под евреями нахуй. Ну, боритесь нахуй тогда, если вы под евреями. Кто вас держит нахуй? Блядь, такую ересь пишут люди, блядь. Понять не могу даже. Порой даже читать неохота громко. Он хайван продажный и вас продаст. Сперва одно сказал, теперь брять. Брять? Что за брять? Ты чё, блядь, не узкий, что ли? Ты против корейца что-то имеешь. Чё за корейцы, нахуй? Где тут корейцы, нахуй? Где тут корейцы есть, блядь? Корейцы. А ты чё, с Хабировым не борешься?
Предки наши мудрее были, они знали, что угроза не от России, а с Россией лучше вместе. Ой, стафируллах, стафируллах, стафируллах. Это вот именно вот эти манкурты, вот и вы тоже дети манкуртов, блядь, нахуй. Ну, узкий, как я понимаю, ты про людей с узкими глазами. Пиздец, нахуй, ты откуда нахуй вообще упал, блядь, здесь? Узкие это русские, нахуй. Это сейчас тут такая тематика пошла. Потому что этот пидорасийский YouTube блокирует же все, поэтому вывели нахуй новую породу, нахуй, узкожопые. Узкожопые. Ну что, не помните песню, что ли? Я узкий, жопа узкая, пролезу везде, блядь, нахуй. Поет же один, блядь. И то тоже сбежал, блядь, потом. Спел и сбежал, нахуй. Так. Кто такой Манкурт? Манкурт это вот все нахуй, блядь, зетники, нахуй, эти манкурты. Так. Удали свою страницу, и народ не води смуту. Ай, бля, началось опять. Привет, ты из Украины? Я с Башкортостана. Слава Украине! Слава Башкортостану! Алга Башкортостан! Татарстан белән дә бергә. Шуқынганларыңызны только, блядь, сыгып ташлагыз анда нахуй. Югалсыннар, пидораслар. Шуқынганлар заебали нахуй. Так. Он в России живет как бы. Я вот тоже с Украины сбежал в Россию. Сука, я хуею над ними, блядь, над людьми. Башкортостан народ сами за себя поставит и без Абирова. Так, а где? Где постоят? Где вот постоят, блин? Это порой, блядь, хуй, блядь, эти комментарии я читать не могу, блядь. Кому вы пишете, что пишете? Читаешь, блядь, к чей адрес пишется это все? Мне огнамен, блядь, был комментарий, ладно, блядь. Оказывается, даже читать смысла нет их, блядь. Ой, блядь. На всех русских не гони. О, надеюсь, мне написали. Есть здравомыслящие, еще просто нас мало. В основном зомбированные все. Вот я вчера только об этом объяснял. Вот я вам говорю, слово манкурт. Почитайте слово манкурт, погуглите. Чингис Айтматов сделал книгу. Манкурт там есть слово. Почитайте, поймете. Насчет того, что я говорил, хороших русских не бывает. Нормальные русские, пока можно говорить, нормальные русские, даже узкими я их не называю, да? Нормальные русские, может и есть, но только один косяк у них. Один косяк есть у них. Они такие же манкурты, никчемные, как наши манкурты, которые склонили голову нахуй перед узкими. Вот в чем проблема. Проблема почти что идентичная, но только еще один там, блядь, огромный минус есть, что, блядь, хоть и русские, хоть и узкие, они шовинисты, блядь. У них все равно будет, нахуй, долбить внутри, что, блядь, нахуй, кто-то, блядь, из вас как будто бы, блядь, в кавычках захватил всю Россию, отжал, и у вас будет в голову бить моча, нахуй, ваша, что, блядь, вся Россия наша, мы должны отобрать. Вот это будете болеть вы по жизни. Вот поэтому, чтобы этого не было, мы и хотим отделиться. Вот так вот.
Когда вы отрезвеете, может, когда-нибудь, лет через 100, блядь, придете в себя, вот тогда, может, мы, может, будем ездить друг к другу в гости. А до этого с вами лучше не дружить. Потому что с вами нахуй вообще нельзя дружить. Вот и все. Опасно. Опасно для, как говорится, всего. Для всего. Так что, надеюсь, я вам объяснил. Надеюсь, вам объяснил. Так, сейчас я... Секунду, мне надо с этим зарядкой разобраться. Так. Ну что, вот такие дела. Так что вот такие дела. Так, окей. Ну, вот так вот. Ну, Дуслар рахмат сізге. Наверное, будем округляться уже. Закусывай, Че Гевара. Он алкаш, за всех ему не стоит просто говорить, все понимает, но нации никогда не стоит трогать. Пиздец, нахуй, так. Нации никто не стоит. Алкаш, блядь, нахуй. Так, башлар, я вообще, по сути, не бухаю. Причем тут алкаш, блядь. Всякую ересь, нахуй, пишут люди. Ой, блядь, читать даже, нахуй, вас тошнит, нахуй. Лучше я вот новости вам почитаю, нахуй. Шулай трэп, вот такие дела. Так. Короче, еще одну тему вспомнил. Вот было дело у меня здесь первый раз, когда я приперся сюда, как на меня, получается, косо, так скажем, смотрели украинцы, когда они узнавали то, что я с России. Они ненавидят россиян. Вы это добились. И не нужно нахуй говорить, что, блядь, нахуй, что там, блядь, есть нормальные русские, нормальные узкие, блядь. Но суть остается одной, что они ненавидят нахуй всех россиян. Поэтому Башкортостан не должен быть внутри России. Потому что мы ни при чем в этой долбанной войне, ни при чем.
И когда они начинали разговор, как-то не хотя они разговаривают, и приходится им объяснять, что я не узкожопый нахуй. Объяснять, что я, как говорится, с Башкортостана нахуй. И тем самым нахуй как-то, как говорится, провести, так скажем, знакомство или общение. Исходя от этого, представили, это еще со мной так творится. А с настоящими русскими, так скажем, в кавычках, нормальными, с ними как происходит общение, как думаете? Поэтому, исходя от этого, если, как кто-то тут написал, есть же нормальные узкие и там русские, ну, давайте. Если есть нормальные, то тогда не как навальнистка нахуй. Докажите, что нахуй Башкортостан с Татарстаном нахуй уйдет без крови. Соберитесь нахуй в одну кучу и скажите это, что Башкортостан с Татарстаном будет независимым, и мы нихуя не будем захватывать. И мы не будем нахуй опять делать нахуй геноцид нахуй, как в Чечне, и что-то в этом роде. Вот так вот. Перед всем миром это организуйте, перед всем миром нахуй. В первую очередь перед украинцами нахуй, а потом уже перед нами. 180, как кто-то 179 говорит. Ну пусть, блядь, 200 будет. С 200 нахуй народами рашки, пидорашки. Вот организуйте насчет этого, давайте делайте нахуй конкретный нахуй или канал, я не знаю, выпускайте нахуй движение свое, как вы же любите нахуй узкожопую общину нахуй пускать по Уфе, по Казани, бегают они нахуй по всей нахуй, блядь, моей республике нахуй. Вот примерно вот такая же тематика. Давайте попробуйте организовать такую тему по избавлению, получается, от путлерского режима и, как говорится, избавление нас от, как говорится, рабства к вам. Наша республика имеется в виду. Попробуйте. Как у вас получится это? Поэтому, когда вы говорите, там, за всех не говори, вот я говорю вам за всех. Именно. Всем точнее. Если вы из них как бы отличаетесь, ну вот отличитесь вот этим своей манерой, так скажем, культурой, вежливости, если она у вас вообще есть, как говорится. Вы же, как говорится, в кавычках, блядь, несли там, орете везде, там у меня в ТикТоке нахуй, в Азию, мой Ташкент, везли, оказывается, цивилизацию. Цивилизация в Ташкенте была до вас, блядь, нахуй. Вы везли только, блядь, убийство, нахуй. Геноцид, нахуй. Армянский. Армян запустили туда и убили в моей Ферганской долине столько людей. И вы потом говорите мне, нахуй, что вы умеете отпускать без крови? Если вы захватчики, нахуй, по жизни. Ну, именно не вы, конечно, ваши деды. Ваши предки, нахуй. Ненасытные, блядь. Аж, блядь, дошли, нахуй, до Узбекистана, нахуй. Туркестан, нахуй, ебанули. Ну, не вы это ебанули. Вот в чем проблема там. Есть загвоздка. Ебашили вот именно вот эти, блядь, манкурты, нахуй. Татары с башкирами, нахуй. Помогали этому. И все другие народы, когда шли завоевывать. Вот в чем проблема. И поэтому вот этого, чтобы не было, нам не участвовать в непонятной войне, как сейчас на Украине,
Этого не должно быть. Не будет оно только тогда, когда вы, твари нахуй, умолкните нахуй в своей московской болоте нахуй. Пусть это болото вас засосет нахуй на 100 лет нахуй. Хотя бы, чтобы мы вас не слышали нахуй. И вопрос еще один. Насчет узкой общины, да? Вот эта узкая община, да, ведь почему нахуй она, узкая община нахуй, не идет воевать на Украину? Вот этот вопрос интересный, блядь. Кто-нибудь знает из вас? Почему, блядь, узкая община нацистов, нахуй, которых, нахуй, Эйнштейны, Хуинштейны, блядь, создали, да, Росгвардия, нахуй, всяко они выпустили под Путлером, нахуй, этот, нахуй, нос горбинка, еврей ебучий. Почему эти гандоны, нахуй, не идут на войну на Украину? Интересный вопрос. Получается, значит, это нацики элиты? Да ведь? Получается, значит, элитные войска, по сути. Точнее, этот, под прикрытием. Как эти, блядь, двое нахуй, пидорасов, взяв имена каких-то, татарские имена сделав, блядь, сука, поехали нахуй в 17-м году нахуй убивать в Англию, блядь, Скрипалей нахуй. Ваше нахуй дело. И потом, через какое-то время, узнаем, блядь, такая же движуха пошла, блядь, в Казахстане. Как убили одного, получается, политического человека, также приехав двое. Также приехали, но только здесь наглую, блядь, убили. Там, на Украине. Казаха. Такая же наводка, блядь, пошла. Такая же. Видите, где цепная реакция какая идет? Даже в Казахстан реагирует московская зомби апокалипсис нахуй. Вот так вот. Да, вот именно. И потом еще такой момент. Если уже взяли Азию, как вы ненавидите азиат, да, ведь вот сегодня тоже прочитывал, да, ведь в начале, как захват Подмосковья, опять у кого русский паспорт, руки поднять, столовую какую-то взяли. И тут получается вопрос, почему эта узкожопая община только нахуй может прыгать нахуй на мигрантов? Получается, нахуй узкожопая община нахуй может создана только как раз таки, блядь, с целями нацизма и фашизма против, так скажем, отбеливания Подмосковья от черноты, как один мент, блядь, зачитывает это везде, нахуй, пошло это нахуй. Получается, значит, русская община зачищает мою кровь Азии, узбеков, кыргызов, таджиков, получается, узкоглазых, черных, немытых, как по-вашему говорят, да? Поэтому, когда насчет немытоства, нахуй, я вам скажу. Когда моя бабушка рассказывала древности, так скажем, ну, так, древности моей бабушки, ну, так скажем, 100 лет назад, допустим, что когда наши бабушки все купались в хаммамах, мунчада, баняда, а вы лаптоебы, блядь, вы ходили в лаптях, нахуй, вы даже не знали, что такое баня, нахуй. Понимаете смысл? Не то, что нахуй баня, блядь. Туалет не знали, что такое, блядь. Ходили нахуй за амбар, блядь. На поле нахуй срать. У вас, блядь, даже не было туалета, нахуй. И потом вы, блядь, говорите, нахуй, привезли, блядь, в Азию, в Башкортостан, в Татарстан.
Цивилизацию? Блять, нахуй. Цивилизация вот именно у нас была уже давно. Вы просто пришли нахуй позариться. Блять, нахуй, сказали. Чё-то нахуй башкирты, татары, узбеки, казахи ходят в кожаных сапогах, а вы ебучих каких-то, где грызуны могут сгрызть в лаптях нахуй. Из хуй знает из чего сделанные лапти, блядь. Из ивы. И ивы, наверное. Из кожуры ивы. Вроде бы делается, если не ошибаюсь. Так что, где кожа, а где дерево, нахуй. Вроде бы так и есть, нахуй. Не зря, нахуй, деревянный рубль, нахуй. Деревянные люди, блядь. Строгали, строгали, нахуй, но не дострогались. Поэтому иммиграционная служба, нахуй, во время войны, нахуй, усилилась жестко. Для чего? Потому что она усилилась, нахуй, забирать наших на войну силой. У кого российские паспорта, причину нашли, нахуй. У кого, блядь, то, пятый, десятый, военник, не военник, нахуй. Вот так, блядь. Или там, нахуй, новая мода была, блядь. Дадим паспорт, если ты придешь в военкомат, нахуй. Потом, нахуй, все Подмосковье, нахуй, это Сахарова долбили, нахуй. Всех сажали в Сахарова, в обезьяннике. И держали до депорта и уговаривали всех, нахуй, чтобы они пошли, блядь, воевать. Не было, что ли, такого? Было. Вы до такой степени пидорасы, нахуй. Прям в крови это, понимаете? Потом вы говорите про хороших узкожопых, нахуй. Да нет вас узкожопых хороших, поймите, блядь, ублюдки. Нет. Вы даже сейчас это доказали. Что вы, блядь, всю жизнь боролись, нахуй, нашими людьми, нашими дедами, нашими бабушками, нахуй, все страдали, и вы после этого, нахуй, сейчас то же самое показали, забирая тех же иммигрантов, тех же гастарбайтеров, как вы говорите, черножопых, таким же макаром. И вы после этого, нахуй, хотите сказать, что вы поменяетесь? Да вы нахуй 500 лет не поменялись. Как вы можете поменяться? Нихуя. Нихуя. Поменяетесь вы только тогда, когда мы нахуй вас поставим заново раком нахуй. Чтобы вы, гондоны нахуй, ходили нахуй по жизни нахуй. Под нами нахуй. Потому что вам нельзя, оказывается, дать руль нахуй. Алкоголики нахуй. Начинаете нахуй туда-сюда заруливать нахуй. Недееспособные долбоебы. Вам только надо ходить в кандалах и в лаптях. Все, ваша задача нахуй. И в портянках. Вот так вот. Так что давайте, боты, хреноты, блядь. Наверное, будем заканчивать. Сколько там нахуй натикало уже? Час ночи, блядь. У вас, наверное, 2, да? Москалятина нахуй. В Азии уже 4 утра. Людям, наверное, спать надо. Вот так вот. Ну, надеюсь, я вам все сказал. У вас тоже 2 ночи? Ага. 2 ночи это Ника. Ника, Ника, Ника. 2 ночи это где у вас? На Украине? Так. Украина, да, слава Украине. Понятно. Кстати, у меня на Украине братишка живет. Вот так, в Киеве он сейчас.
Поэтому, как говорится, не дай Аллах, чтобы ничего не прилетало, блядь, на Украину вообще. Поэтому, как говорится, как эти гондоны евреи делают там у себя нахуй. Щит, блядь, щит. Вот так же щит надо сделать по всей Украине, чтобы никакая сука не пролетела там из этой пизда России, блядь. Вот так вот. Вот такие вот дела, короче. Ой, блядь. Такой ересь пишут люди здесь, заебали. Так, да, вы говорили, героям слава. Шахеды каждую ночь летают. Ну вот видите, вот видите. Вот поэтому Аллах-Буга, вот в Аллах-Буге эти шахеды нахуй до ума доводят, суки, в Татарстане. Поэтому, когда мне сегодня, блядь, эта рота башкир так ответила, меня аж это взбесило, нахуй. Поэтому я ищу людей, которые реально могут донести нахрен. И к этому моменту мы, может, будем донаты делать именно этим людям, гарантированным, которые точно могут ебануть пока уж с Украины, с территории Украины, до Башкортостана и Татарстана. Вот это мы ждем, чтобы они, дроны долетели 2-500 километров, блядь, и ебанули по нашим территориям. Вот только тогда проснется Башкортостан с Татарстаном, а до этого нихуя. И не нужно ебашить по нефтяным нахуй делам, надо ебашить нахуй по вокзалам нахуй, по железнодорогам, везде нахуй срубать железные дороги, потому что через Башкортостан проходят все товарники, которые едут с Дальнего Востока. По Татарстану надо ебашить. Короче говоря, надо ебашить по всем нахуй путям железнодорожным нахуй, везде нахуй. Люди, не люди, похуй, блядь. Людей вообще не считайте нахуй. Это манкурты нахуй. И получается нахуй ебашить нахуй по Уфимскому нахуй аэропорту, по Казанскому аэропорту нахуй, по всем нахуй. Вот только тогда нахуй начнется кипиш нахуй. Вот только тогда начнется нахуй раздор в этой ебучей семье. Так скажем нахуй. Американский пирог 2 нахуй. Вот примерно так, блядь. Ебли нахуй. Вот так только тогда начнется. А до этого нахуй, пока они живут и кайфуют. Они в хуй не дуют. Устраивают концерты нахуй по 16 миллионов. Этого гандона, блядь, узкожопого нахуй. Шамана вызывают, блядь. И всякое, блядь, по еботинах. То там, то сям нахуй. Тратят деньги нахуй. Ракеты Кабы по приграничью круглосуточно. Ну вот. Это капец, как ужасно, о чем думают русские. Вот я и говорю, что там американцы разрешили бить своими ракетами по территории Раши, пропустила эту новость. Да, вроде бы разрешили, но ждем вот реальности, будут бить или нет. Вот ждем. Вот как это будет происходить, я не знаю, это реально или нет. Вот этот момент тоже нужно понимать, потому что что-то вот мне не верится, что, блядь, э, дадут вот или нет. Вот в этом-то и стоит это весь сыр-бор нахуй. Вот в этом-то и стоит вся тема. Вот так вот. Блять, у меня телефоны садятся. Так что вот такие вот новости. Уж таких глобальных не было, но, как говорится, с аудиторией изложить всю мысль нужно, конечно, все равно надо излагать, потому что мысли приходят, забываются, а потом опять начинаешь вспоминать.
Россия слаба в военной части. Это пророчили раньше монахи. Ну, слаба она или нет, но тут фишка не в этом, а в том, что проблема в том, слаба не военно, а слаба она в людях. В людях. Люди слабые. Вот в этом проблема. Потому что везде разделяй и властвуй. Вот эта пропаганда идет. Поэтому, как говорится, не все, как говорится, больно и воюют, по сути. Постоянно коррупция, постоянно ловят, блядь, работников Шойгу, блядь. Ловят и ловят, ловят и ловят. Поэтому только коррупция, нахуй, их не спасает, как говорится, это все положение, что они в вот таком положении. Так что хорошо, что они, с одной стороны, коррупционеры, а с другой стороны, нахуй, плохо то, что, блядь, они везде, нахуй, на лапу дают, пидорасы. Где надо, не надо, блядь, везде. Лапа, 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 лапа. Вот так вот. Так что суть такая. Ничего, как говорится, не меняется в этой жизни. Нет. Как это? Зарядка нахуй не получается. Сейчас, секундочку. Ну, если кто есть тут из адекватных, задавайте вопросы. Будем как-то на вопросы отвечать. Короче, мне еще один тройник нужен, нахуй. Так. Не идет. Идет, не идет. Вот так вот. Так, комментарий. Здравствуйте. А вы откуда? Мы из Башкортостана. Да, не допускайте раскола внутри нации, будьте сплоченным, это сила. Вот я и говорю, вот поэтому, как говорится, в Башкортостане, в Татарстане у нас очень много вот этих манкуртов, так скажем, продажных шкур. Уже давайте будем уже конкретно говорить об этом. Продажные шкуры, которые реально считают, что они, как говорится, с узкожопыми этими нахуй, друзья, там братья, блядь, нахуй, невъебенные. И как бы не могут они без них. И получается, для них украинцы это, оказывается, враги. И вот этот весь бардак, получается, и приводит к тому, что вот, считай, пол народа, так скажем, в Башкортостане, в Татарстане уже полегли в этих войнах. Вот так вот. Поэтому мы должны как-то это конкретно остановить. Да, у меня 2 канала и с 2 хуярю, короче. Третий тоже есть, но там еще пока новый он. Никак не могу в эфир там его довести, до эфира.
Ну да, потому что одни, короче, один канал у меня раньше, позже выпущенный, поэтому как бы здесь разный контингент людей сидят у меня. Поэтому веду с двух. О, здравые мысли излагаете, ну, надеюсь. Так. Так. Давайте так еще какой-нибудь канал посмотрим. И из таких, так, в телеге каналов много. Что-нибудь из поганых каналов, может, посмотрим какие-нибудь. Так. Итак. Ну вот, сегодня или когда это было? Хз, блядь, сегодня, наверное, зашел чисто в чей-то канал. Так, этот. Я не присоединен, просто, блядь. В Москве готовится провокация против мусульман. Вот такая тема. Поэтому вот это давление против мусульман тоже, как говорится, открытая тема. И вот опять кто-то пишет, блядь, про татар. Почитаем про татар. Татары жили во всех частях империи, начав с конца XVI века, столетия, покидать исконные места своего обитания в Среднее Поволжье. В XVIII веке они составляли значительную часть населения на Южном Урале, около 14%, и в Нижнем Поволжье. Крымские татары составляли абсолютное большинство в Крыму, около 76% в 1796 году. Несмотря даже на то, что многие из них ушли в Османскую империю после присоединения полуострова к России. Что касается других народов в Среднем Поволжье, то мордвины направлялись на Южный Урал, Нижний Поволжье и на запад, Тамбовскую и Нижегородскую губернии. Многие из тех, кто поселился на Южном Урале, попали в экономическую зависимость от татар и восприняли их культуру. Черемесы, марийцы, менее многочисленные, также мигрировали на Урал и в Нижегородскую губернию. Чуваши по-прежнему компактно проживали в Среднем Поволжье, несмотря на некоторый отток населения Нижнего Поволжья и в Оренбургской губернии в конце XVIII века. Башкиры, как и раньше, были сосредоточены на Южном Урале, но в течение XVIII века их доля среди местных жителей сокращалась. Понимаете, башкортлар, татарлар. И штасызмы? Соответствующие цифры говорят о скорости заселения пришлыми районов вокруг Оренбурга в 1719, ну я, помните, один день читал уже об этом году, в Башкирии составляли 71% населения Южного Урала, в 1740 году уже 33%, а с 1760 и 90-е доля башкиров в исконном регионе и их обитания упала на 25-20 населения. Куда они делись? Потому что поздыхали все. Голодоморы, блядь, вся вот эта поеботина. Евреи и немцы компактно проживали на западных окраинах империи. Первые составляли 10% населения на украинских и белорусских территориях, полученных в результате раздела в Польше, концентрируясь прежде всего по правобережной Украине.
приобретенный в 1790-х годах. К концу века они устремились также в левобережную Украину и Новороссию. Видите, там у вас в Украине тоже эти гондоны евреев до хуя, блядь, пидорасов. Так, немцы были сосредоточены в нескольких регионах. В Балтии немецкое юнкерство господствовало в политическом отношении, но при этом составляло только 7% населения в Лифляндии, 4% и Эстляндии. В Нижнем Поволжье немецкие крестьяне-колонисты составляли около 5% населения. Саратовской губернии в 1780-1990 годах. Эстонские и латышские крестьяне находились в крепостной зависимости, и лишь небольшое число их переселилось куда-либо. Это взято из книги «Россия и ее империя 1450-1801 года». Нэнси Шилс Колман, автор, наверное. Вот так примерно. Поэтому, исходя от этого, всякая история, хуй его, блядь, кому верить, мы не знаем. Поэтому мы должны, как говорится, знать ту историю, которая реалистичная, реальная для Башкортостана и Татарстана. А всяким поеботинам верить нам опасно, потому что оно переписано 1000 раз с этими узкожопами. Все цари помешаны на войне были, а вам говорят по путевизору, что мы плохие, вы все такие думаете. Так, немцев в КЗ было и есть очень много. Да, немцев пиздец было дохуя. У нас тоже в Башкортостане есть немец Ауллара, но они все посъебывались уже. И в их деревья заходишь, как будто в Германию попадаешь. Вот они жили реально, чисто, ухоженно, красиво. Нормально. Ну, имеется в виду, была все-таки какая-то у них культура, да? А потом и различай, короче говоря, нахуй, русских с этими, получается, немцами. Кто у кого нахуй позаимствовал культуру, блядь. Вот так вот. Вот, насчет этого казанского, и их тагутами называют, оказывается. Камиль Самигуллин, вот, блядь, вспомнил, Камиль его зовут. В тот день я хотел вспомнить про вот этого Камиля, то, что он этот, блядь, вот этот, жадисты и туркоебы, блядь, подобие этого. Камиль Самигуллин. Первую ночь из-за ракетных прилетов пришлось выждать в бомбоубежище. А когда мы уже подъезжали к запланированным позициям, нам сказали, что из Одессы перехватили звонок с сообщением, что мы находимся здесь. Пиздец. Что, он ездил на СВО, что ли? Если солдат верующий и понимает, что защищает свою семью, свой дом и родину, то Аллах примет его как шахида. Астафируллах. И потом, кто там мне какой-то мусульманин втирал о чем-то, блядь. Вот, вот эти, блядь, нахуй. Путинисты, нахуй. Муслимисты, долбанисты, нахуй. И они, блядь, нахуй, про что-то говорят про Аллаха и шахида. Это где такое видано, нахуй? Где ты, нахуй, убиваешь, блядь, людей. Блядь, ты нихуя не шахид, блядь. Джаханнам, блядь, джаханнам. Камиль Хазрат этим летом в очередной раз ездили в Донбасс. Ой, бля, Донбасс ездил, пидорас. И делегация попала под обстрел. С какой целью лично ездите в зону боевых действий и в фронтовые города? Почему это так важно вам и бойцам? Это была моя третья поездка в зону СВО.
в этом году. Всего делегация Дум РТ совершила 6 командировок. Каждая поездка совершается за одними и теми же задачами, чтобы доставить солдатам гуманитарный груз, встретиться с ними в военных подразделениях и госпиталях, морально поддержать их на линиях соприкосновений и с силами ВСУ. Да ебаный в рот. Короче, соприкосновение с силами ВСУ. У Дум РТ есть подшефное воинское подразделение по направлению Луганска. Оно на 90% состоит из татарских солдат. Мы с ними. Вот, видите? Потом вот эти манкурты нахуй, потом будут говорить нахуй, нас заставили, блядь. Нас заставили. Поэтому как раз таки, чтобы кто тут еще есть, хочу сказать, добавить, что мы, вот именно, вот таких нахуй должны будем нахуй пресекать. Вот таких долбоебов пресекать. Потом, когда кто-то там из мусульман что-то выебывается, говорит то, что я не мусульманин или так, блядь, нахуй. Вот сравните меня и вот этого нахуй человека с эльмем. И он мусульманин, и я мусульманин. Но только вот эти, блядь, нахуй, вот эти, это мусульмане, которые нахуй продались. И поэтому, как говорится, когда мы говорим нахуй, что мы не мусульманин или ты не мусульманин, мы не можем такую предъяву кидать. Потому что только Аллах знает, кто мусульманин или кто нет. Как говорится, этот человек тоже молится, это тоже человек с ильмом, но его, получается, деяния создают грех. Получается, значит, он всего лишь, получается, грешный. Вот и все. Исходя от этого, нахуй, за его грех и я, точнее, за мой грех и я, он за свой грех тоже будет отвечать перед Аллахом. Ни перед вами, ни перед нами, никто не будет отвечать. Поэтому, исходя от этого, наша задача, нахуй, вот таким пидорасам, нахуй, закрыть доступ, нахуй, чтобы вот такие долбоебы, нахуй, не вели, нахуй, в мечетях вся вот эту поеботину, которую они сейчас ведут. Они, получается, значит, син яхшыда син яхшы deyip, мен син мусульман deyip, они говорят, блядь, тем самым, нахуй, на войне обычным мусульмане они, не мусульмане, татарам, вот этим этно-татарам, нахуй. Может, там и крещенные татары есть, хуй его, блядь. И вот эти долбоящеры говорят им, блядь, что, блядь, нахуй, вы попадете, типа, шахидами умрете на джихаде. Это не джихад, это ложная, нахуй, постанова. И в этой постанове, нахуй, все, нахуй, все могут попасть в джаханнам. Вот и все. И тут, нахуй, не надо, нахуй, хуй с пальцем сравнивать. Не нужно, нахуй, как говорится, такими громкими словами, нахуй, раскидываться, что, блядь, нахуй, вот, понимаете ли, нахуй, русские правильные, татары, нахуй, которые манкурты правильные, нахуй. Нихуя, блядь. Ни башкирт, ни татар, ни кто там служит, ни чечен, ни Дагестан. 1000 раз пусть он мусульманин, они сейчас не на правильном пути, вот и все. Они выбрали путь, нахуй, с теми, которые, нахуй, наших дедов мочили всю жизнь, грабили, убивали, наших женщин насиловали, женились принудительно и так далее. Вам наглый пример это Сюембике, которая выбросилась с этого, да, ведь ее принудительно, получается, замуж взяли, как говорится, грубо скажем, ее ебали нахуй, насиловали, эти узкожопые нахуй. А мы, оказывается, это должны были глотнуть 500 лет нахуй и терпеть. А вы до сих пор нахуй, даже 500 лет пройдя, вы пытаетесь терпеть. Вы чё нахуй? Вообще нахуй, что ли? Нюх потеряли, что ли? Чтобы терпеть вот это дерьмо, блядь, которое нахуй и излагает нахуй это узкожопая нахуй пидоросня из Москвы.
Поэтому, как братья-казахи подсказывают иногда, что это московский улус Большой Орды. Поэтому, мне кажется, надо, наверное, чтобы уже конкретно уже заткнуть эту систему, наверное, Москву надо тоже подгребать под себя. Не нужно говорить, что мы возьмем только Уфу или там Казань. Нужно, наверное, как Иван Грозный говорить, Астрахань брал, Казань брал. Нам тоже, наверное, надо высказывать такими же тезисами, этими словами нахуй, ихними. Москву брал, Рязань брал, Питер брал. Вот примерно вот так. Нам нужно взять это все, разделить нахуй между собой и спокойно жить нахуй с рабами, узкожопами. А их нахуй, всех нахуй, пересажать нахуй в обезьянники, и пусть они там в обезьянники нахуй и живут. А нормальных, так скажем, в кавычках, узких оставить нахуй, и пусть они нахуй учат наши языки, башкирские, татарские, чеченские, дагестанские языки нахуй, разделим нахуй по республикам и заберем. Кого-то можно и в Азию отправить нахуй, как я раньше говорил. Вот и все. А других бандитов нахуй, особенно путинистов, всех нахуй на обозрение, блять, нахуй. Как и вот я сегодня смотрел цирк нахуй животных. Вот примерно так. Только так. Другого варианта у нас нету. А так, если мы будем вот так жить, как терпеть и ждать, что мы сейчас завтра выиграем или там завтра проиграем или что-то в этом роде, то у нас ничего не сдвинется. Вот и все. Ничего. Вот так вот. Ну, тут, короче, новостей до хрена. Вот тут пишут, короче, что повернут ли оружие против Москвы Алга и другие нацбатальоны РФ. Национальные батальоны, созданных Кремлем для войны с Украиной, выборах в Татарстане и Башкортостане, что-то в этом роде. Ну, это поверхностные эти, там надо смотреть видосы, короче. Короче говоря, люди задаются вопросами, что национальные батальоны подобие Шаймурата генерала там, или там Алга, или что-то в этом роде нахуй, ожидают, повернут ли они батальоны свои нахуй в сторону, получается, Москвы. Вот так вот. Я этим уже задаюсь давно вам, всегда постоянно я говорю, давайте, блядь, нахуй, поверните, поверните, нахуй, но никто не поворачивает, так скажем, боятся, нахуй. В итоге, получается, и от них нам ждать нечего. Нам не нужно ждать от них что-то. Я вам уже 1000 раз говорил, давайте мы сами создадим новые, нахуй, отряды, новые, как хотите называйтесь, нахуй, новые группировки, блядь, где конкретика будет, что весь контингент будет это изнутри Башкортостана, смельчаки, так скажем, и Татарстана, что бірге біз күресерге тиішпіз, башка юл юк, башка юл юк. Біз ұрысны жеңіп шығарға тиішпіз. Біз ұрысны юғалтмасақ, олар бізді юғалттылар бит инде уже. Бізге шуларга ұрысны гына юғалтырга тиішбіз. Вот так вот. А евреи плохие, да нахуй они нужны вообще. Они, блядь, свое получат все равно, пизды нахуй. Арабы их в покое не оставят все равно. Выебут и высушат, рано или поздно. Вот так вот. А что за дом это на видео? Ну, в Питере домов не видели, что ли? В Питере вот такие все дома. Древние нахуй. Вот дом обычный, питерский. Как говорится, коммуналка.
Коммунальная квартира. Да? Песенка была. Так. Так, понятно. А что за хрень? Так надо вначале у россиян спросить, что они хотят. Блять, у россиян что-то спрашивает? Брат, ты с Уфы? Почти что да. С Башкортостана. А потом уже собираться против России что-то делать. Блядь. Вы что-нибудь спрашивали вообще у украинцев, что делать или нет? У россиян мы нихуя ничего не будем спрашивать, нахуй. Главное, нахуй, чтобы наша независимость была, нахуй. Четко и окончательной. Башкортостана и Татарстана, Ичкерии, Дагестана и всех-всех-всех. А вас загнать в москалятину. Ну и то, последний тезис мой был: разделяй и властвуй. Будем разделять Москву на запчасти. Вот так вот. А вас отправим в Афганистан, нахуй. Чтоб афганцы чуть-чуть повеселились с вами. Пусть живут, нахуй, вместе с вами афганцы. Как раз говорили, нахуй, черные, черные, жопа черные, там, или как вы, нахуй, выражаетесь, черножопые. Как раз вы туда поедете, нахуй, и станете, нахуй, черными. Загарчик получите бесплатный. В Азии. Больно, а то, блядь, побелелись, нахуй, в России. Вот который, кто-то пишет стихотворение какое-то. Этот. На согнутых едва ногах стоит страна в сторонке, и надзирателя в попыхах всех раскидал на шконки. В бункере мурлычет кот, испуганный дед хнычет. Не доживет он этот год, земля к себе уж кличет. Горит в округе все давно, и, и не унять никак набегов. Нам от истории дано призвать всех печенегов. Печенеги, нахуй, получается. Понятно. Так, а народы должны пробудиться и скинуть это ярмо гнета со своих плеч. Весна народов 1848-1849 годов должна вновь расцвести, но уже на просторах Северной Евразии. Тогда Николай I Палкин гордился тем, что он мог подавить национально-освободительное движение в Европе и не допустить пробуждения свободы в Российской империи. Жандарм Европы, как его называли. Нынешний жандарм-полковник иссяк, сломался об Украину. Путь открыт. Однако свобода обретается только через конституцию и реализацию радикального дискурса, революционного, иначе все будет заболочено в ложных ценностях.
Примерно так. Вот тут еще такая хуйня. Доверенное лицо Путина, бывшая жена. Бывшая жена олигарха Алишера Усманова и экс-тренер Кабаева Ирина Винер предъявила израильский паспорт при оформлении сделки в ОАЭ. По данным Сирены, она купила сразу 8 апартаментов в ЖК премиум класса в Дубае общей стоимостью около 800 миллионов рублей. Охуенно? Охуенно, да? Получается, нахуй, узкожопые, нахуй, по сути, ограблены, нахуй, евреями, нахуй. Тут, вот тут тоже, блядь, интересный вопрос, нахуй. Блядь, кто кого ебет, нахуй, и кормит? Кто кормит и ебет, нахуй? Вот это не могу понять, нахуй. Получается, нахуй, как кто-то мне сказал в свое время, есть голодные евреи, нахуй, и есть сытые евреи. Получается, голодные яхуды сейчас воюют с сытыми яхудами и делят, нахуй, кусок пирога. Это кусок пирога. Может быть и Украина, может быть и Рашка. Вот так вот. А вот такие вот крысы покупают, нахуй, в ОАО, нахуй, квартиры, нахуй, по 800 лямов, нахуй, там, тратят. И в итоге получается, нахуй, что опять, нахуй, высосанная, нахуй, Рашка, нахуй, регионы, нахуй, сливает, нахуй, бабки, нахуй, этим ебаным евреям куда-то за границу. Вот и все. Получается, вот представили эти 800 миллионов, нахуй, зелени, нахуй. Это все пенсии, нахуй, России, блядь. Если в России там от силы, если осталось 100 тысяч населения, там 100 миллион. Было, вроде говорят, около 150, да? Сейчас, наверное, 100 осталось. Кто-то говорил вообще 80. Вот. Если там осталось 100 миллионов, ну вот, и поделите эти бабосы нахуй. Примерно из них, если 30% пенсионеров нахуй осталось. Вот так вот. Так, дальше читаем. Скоро вставать, а я зависла. Только смотри, не взорвись. Блять. Вот. Голодомор этот гандоны нахуй, блядь, красноперые нахуй, блядь, устроили. И поэтому, как говорится, этот голодомор, по сути, нахуй, сейчас тоже уж этот голодомор, нахуй. Чё нахуй, 10 тысяч пенсии, нахуй, что это не голодомор, что ли, блядь? Вот сегодня только я для прикола, нахуй, загрузил ТикТок, нахуй, насчет продуктов, нахуй. Вот здесь, нахуй, социальная страна, нахуй. Дают, получается, всем, нахуй, кто не работает, нахуй, продукты, нахуй, бесплатно. А где такое, нахуй, в России есть, блядь? Никому, нахуй, не дают продукты, нахуй. Какой там, нахуй, где-то что-то, блядь. Нет такой помощи по данным приезжим. Нет такой помощи, нахуй. Когда я этот ТикТок выложил, бля, ой, началось там, нахуй. Узкозадые, нахуй, начали вонять, нахуй. Ой, типа, дают
просрочку нахуй, началось у них нахуй геморрой в жопе чесаться. Просрочка нахуй. Просрочка она, по-вашему нахуй, это пятерочка. Пятерочка, вот в пятерочке на помойке дерутся бабушки, вот это просрочка нахуй. И то нахуй там ценники перебиваются, перелепляются, перебываются, прилепляются, блядь. Это вот просрочка, просрочка, пиздец там нахуй. Сожрешь и сдохнешь на месте, наверное. И то, ладно, хоть они выживают, нахуй, не дохнут. Потому что, блядь, нахуй, голодомор прошли, потому что эти бабушки все. Поэтому и не дохнут. Ой, ни хрена себе не дает помощи. Ты видел, как наш регион помогает другим? Ой, не смешите нахуй. Регионы нахуй помогают. Ой, блядь. Посмотри мой в ТикТок, блядь, и не знаю, сюда успел загрузить или нет. В этих видосах моих. Что я тебе показываю там. Ваши регионы нахуй, да и вообще нахуй, в России нет такой помощи, нет нахуй. Не то, что в России, в Азии тоже нету этого. Нигде нету, это только этот есть в Европе и, говорят, фудбанки в Америке есть. Если не верите, фудбанки, может, любой там ютубере посмотрите, фудбанки как раздают. Так что вот этой тематики у вас нету нахуй. У вас нету. Если нахуй я в мечеть нахуй ходил нахуй, с двух сторон, блядь, стоят менты нахуй. В пятницу, чтобы мне в мечеть попасть нахуй, московскую вот эту, кстати, нахуй, соборная мечеть. Где вы нахуй видели соборная мечеть? Мечеть что, бывает соборная, что ли? До такой степени нахуй вот эти ёбаные нахуй татары Москвы ёбнуты ли нахуй мечеть назвать соборной, блядь. Соборная мечеть нахуй. Это нахуй где такой видан нахуй? Соборная мечеть, блядь. В исходе этот, ладно, хуй с ним. Короче, идешь, блядь, в мечеть, а тебя сторожат нахуй с двух сторон эти узкожопые менты, блядь. Нахуя нас сторожит мечети нахуй? Чё мы нахуй там воровать идем? Что-то или чё нахуй? Там так мечети камер хуево туча, блядь. Или мы чё там идем нахуй? Свою, нашу же, свою же мечеть взрывать идем? Тоже логика не работает. Чё туда идти-то, блядь, нахуй? После этого, нахуй, я уже, нахуй, увидев вот это, нахуй, понял, что, блядь, в России, нахуй, ненавидят, нахуй, мусульман. Не то, что, нахуй, ты черный или белый, ненавидят даже белых мусульман, нахуй. Просто мусульман ненавидят. И после этого вы что-то хотите предъявить, что вы не фашисты, нахуй. Вот, в Европе они любят, не любят, нахуй. Они, как говорится, работают и живут спокойно. А у вас, нахуй, это, блядь, аж нужно выводить, зашкаливает у вас. У вас нету, блядь, нахуй, вот этого, этот, как в тот день я это слово использовал, блядь, это слово надо найти в голове. Этого, сейчас скажу. Ну, короче говоря, терпения у вас нету. Вот и все. Примерно такое слово. Не могу найти, блядь. Ёбаное слово ваше. Ваше узкое слово. Трудное нахуй. В итоге, короче говоря, вот этого нету. То, что вы нахуй этот притесняете нахуй. Притесняете нахуй в любом, блядь, положении. В любом. Так.
Чтоб нас не порезали. Понятно. Русские не были и не будут щедрыми. Само собой, нахуй. Крысы всегда будут нахуй крысить. Вот и все. Они никогда нахуй не будут нахуй сытыми нахуй. Крысы всегда заносят нахуй себе в конуру нахуй и копят нахуй. Хуй знает, блядь, как будто вечные нахуй, сука. Поражаюсь, блядь. Ладно, дальше пошли. Блядь, что-то неинтересно. Так. Так. Что там вам? Почитаем нахуй. Интересного. А, вот. А, какой-то Мурзагулов нахуй. Мурзагулову почитаем. Что он пишет нахуй? Мурзагулу, блядь. Вот, короче, хуеплет какой-то у Разгулов нахуй. э, э, Получил нахуй, атаковал авто. ВСУ атаковал авто, на котором два депутата Госсобрания Башкирии возвращались из зоны СВО. После доставки гуманитарного груза у Разгулов получил легкое ранение. Вот такая вот хуйня. Депутаты ехали в Бердянск после встречи с передачей гуманитарки бойцам ВС РФ. Вражеский дрон атаковал машину в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Удар дрона пришелся по крыше машины, беспилотник отлетел и взорвался в воздухе. Авто, которое принадлежит Уразгулову, серьезно повреждено. Сам депутат получил легкое осколочное ранение. По словам Юлии Красновой, они не успели толком испугаться, так как все произошло быстро. Сейчас жизни депутатов ничего не угрожает, они направляются в Уфу. Одна мандаложка и другой какой-то хуеплет. Угу. Сопляки ебаные какие-то. Так, блять. Вот так вот. Так, больно такое неинтересное тут. Есть интересное, неинтересное. А, вот, Путлер, Гондон, блядь. Короче, этот. Несколько дней назад подписал закон, обязывающий телеграммеров регистрироваться в Роскомнадзоре, и если канал большой, ФСБ, вступит он в силу с ноября. Хорошего тут мало, но хуже всего, что закон открывает широкое поле деятельности для разного рода махинаторов и бандитов. Так что будьте бдительны с вашим телеге вашей. А, вот как раз, блядь, вот эта тема вышла. Тут такая хуйня. Мы пока не разделяем мнение уважаемых коллег о том, что история о взрывах на северных потоках, рассказанная The Wall Street Journal эксклюзив, означает начало масштабного слива Зеленского перед переговорами. Пожалуй, все далеко не так однозначно. Сама история является прекрасным сценарием для блокбастера в стиле «Миссия невыполнима» со звездой Голливуда первой величины.
Но, увы, она не подкреплена абсолютно никаким доказательством, лишь красочные сцены и выдуманные диалоги и интервью. Если бы мировая подводная инфраструктура могла быть уничтожена горсткой дайверов с арендованной яхты, за 2 года после теракта на потоках, вероятно, уже были бы уничтожены большинство подводных трубопроводов, мостов, туннелей и линий связи, а мир с точки зрения коммуникации вернулся бы чуть ли не в викторианскую эпоху. Особенно учитывая остроту противостояния на сразу нескольких влияниях разлома: Россия, Украина, Израиль, Иран, Китай, Тайвань и так далее. Поэтому история крайне неправдоподобная. Видите, уже отрицают. Получается, одни так говорят, другие так говорят. Хуй поймешь тут. Не поймешь, кто прав, кто виноват, блядь. Поэтому сказка на самом деле является информационно-психологической операцией одного из глобальных игроков, а вот которого из них можно дискуссировать, но уверенности пока нет. Так, отчасти скандал может быть выгоден США, чтобы на фоне избирательной кампании, в ходе которой Дональд Трамп жестко критикует внешнюю политику администрации Джо Байдена, или демонстрация непричастности Белого дома к теракту, тем самым европейским союзникам США должен быть демонстрация отсутствия руки Вашингтона по ударе европейской энергетики и экономики в целом. Также целью может быть удар по проявлению строптивость Зеленскому, экс-главному Залужному, и через него по Лондону, который играет свою игру. Короче говоря, не исключено, что слив организован немецкими спецслужбами, чтобы в условиях отсутствия политической воли нынешних властей Германии в указании на виновных и диверсий неофициально демонстрировать свою эффективность и расследование теракта. Не стоит исключать и китайский след в сливе, поскольку Пекин уже проявляет недовольство затянувшей СВО, негативно влияющее на пребывающую в стагнацию экономику страны, таким образом хочет осуществить масштабное давление на Киев с целью принуждения к началу переговоров по формуле мира Си Цзиньпина. Вполне возможна причастность и еще одного важнейшего геополитического игрока, кровно заинтересованного в урегулировании, блять, нахуй, что касается якобы проявления Вашингтоном готовится к регулированию украинского кризиса. На наш взгляд, это не так. Вот тут, короче, дохуя читать нахуй. Короче, вот такая тематика. Суть, короче, кто кого винит, непонятно нахуй. Опять нахуй во всей этой хуйне страдает народ. Вот и все. Кто кого ебанул там, кого, чё, блядь, нам до пизды. А, вот. Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области за виадуком недалеко от поселка Михайловка в Черемховской районе, в 100 метрах от федеральной трассы Пи-255 во время выполнения планового полета. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной крушения бомбардировщика стала техническая неисправность. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 3 катапультирующих пилотов нашли, они живы, с 4 сохраняется связь. 2 пилотов находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние еще 2 уточняется. Вот представили, да, вот насчет вот этого. Поэтому я к чему постоянно призываю, чтобы наши территории нахуй бомбили этими долбанными дронами. И вот сегодня более такая в голову пришла новая идея: бомбить нахуй все дороги, еще раз повторяюсь, все дороги, где, куда, что, откуда летит нахуй, как говорится, ебашить по всем дорогам нахуй, откуда везутся нахуй грузы на Украину. И это может быть даже, я когда еще был, блядь, в Москве, помню нахуй, по всему нахуй МКАДа нахуй хуярили, блядь, военная техника, блядь, эшелонами нахуй она шла, блядь. И по дороге, когда ездил нахуй домой на машине, тоже видели дохуя техники, которая перлась нахуй в сторону Москвы, блядь. Ну, получается, блядь, с региона нахуй, так скажем, со стороны Казани. Получается, все перли нахуй в эту степь. Ну, так скажем, ну, едешь когда по
по М7 нахуй. Почему-то они прутся в сторону Москвы, получается, значит, через Москву, блядь, через М4 нахуй везли нахуй туда, что ли, в сторону, хуй знает куда, как они нахуй зигзагами ездили, не знаю. Ну, по крайней мере, нахуй, наверное, другая часть ехала по М5. Вот так вот. Поэтому вся эта техника нахуй везется нахуй по дорогам, блядь, нахуй. Вот как раз таки на днях, блядь, какой-то долбоеб нахуй 2 танка нахуй уронил и сам сдох вроде бы, или что там, ранен. Танки везут нахуй, БМПшки везут нахуй на, блядь, самосвала этих, блядь, на грузовых машинах. Это идиотизм какой-то. И еще роняют их, блядь, долбоебы. Потому что бухарики, алкаши, нахуй, хули, блядь. Вот. Поэтому, нахуй, предлагаю на этот украинцам и нашим, кто, как говорится, будет донатить, бить по дорогам России, по дорогам, железным дорогам. Короче, ебашьте железные дороги, вокзалы, вот эту всю технику, нахуй, чтобы они еблись и не могли отремонтировать это все дело. Потому что там оставь такую огромную дыру, нахуй, блядь, чтобы они, нахуй, его заебались, нахуй, закапывать и делать пути, короче. Вот так вот. Потом они будут, нахуй, вести, нахуй, по этой тематике. Доставка будет уже грузов, нахуй, на самолетах, а вы самолеты ебашьте уже дальними, нахуй, ракетами. Вот и все. Так что все будет чики-пики. Так. А, так везут солдаты. Ну да. А, кстати, нахуй, этих долбоебов, нахуй, тоже же везут, нахуй, по дорогам, нахуй, на поездах и по дорогам. И поэтому ебашьте, нахуй, чтобы они не могли ехать дальше, нахуй. А можно и по ним ебашить, нахуй. По толпе, нахуй, солдат. Ебаните, нахуй, чтоб мамкины, нахуй, сынки, нахуй, быстренько, нахуй, аукнулись, нахуй, домой. И съебались по домам. Добрый вечер. Чего тут активно обсуждаете? Путина, как обычно уж. К чему можно осуждать в этом 21 веке? Только Путина, нахуй. Как говорится. Хотим, блядь, выебать и высушить Путина, нахуй. Ну, конечно, хотелось бы, я же говорил, живых оставить. В живых оставить и засунуть, нахуй, смотрящую банку, нахуй. Чтоб там туристы могли кайфовать, нахуй. И можно еще, блядь, поебывать за отдельную плату. Старичка, вдруг какой-нибудь, нахуй, захочет, блядь, гей, европейский или американский захочет, нахуй, пусть оплачивает, нахуй, и ебет, нахуй. Зато хоть, нахуй, у него в памяти останется, что, блядь, нахуй, что будет он гордиться, что поедет, допустим, в Америку или там в Европу, приедет, скажет: я самого Путина трахнул, блядь. Представляете, нахуй? Ничего не бывает невозможного, все возможно. Было бы желание, нахуй. Вот примерно вот так. Ну и так уж, блядь. К слову. Так, дальше. Канальчик хороший. Футляр для курая. Читаю. Что тут? Тут, короче, есть всякая тема, нахуй. Разгромленная колонна петлюровцев в Курской области, видны тела уничтоженных воинов света. А то, о чем вчера говорил, интервью Аслану Рубаеву, скажем, днем таких фото и видео будет все больше. Не знаю, не знаю. Это правда или фейк, непонятно. Если это правда, получается, нахуй,
узкожопые, значит, в Курске все-таки подъехали. Вот, опять нахуй этот, блядь, Лукашка нахуй пиздит, что э, э, заявил, что России и Украине необходимо сесть за стол переговоров. Ну вот это, блядь, марионетка, блядь, без вазелина лезет, лезет, нахуй, на переговоры постоянно зовет, нахуй. Потому что боится, сука, что, блядь, Россия, нахуй, проиграет и ему пизда будет. Ну так вот. Ну, футляр для курая конкретно грузит со всех щелей, нахуй, все, скидывает сюда, блядь, тут. Бардак у него, блядь. Отовсюду, нахуй, у него тут идет этот новостной, блядь, мусор. Да, это реально мусор, нахуй. Невозможно читать. Ну вот еще. Вспомнил, к тому добавим. Вот этого Мурзагулова, да? Блядь, я в его канал какой-то, анонимный канал Мурзагулова, нахуй. Вот этот Мурзагулов. Добавим к той же, блядь, Фариде Курбангалиевой, нахуй. Такой же хуесос, нахуй. Такой же, нахуй. Он дебаты делал с кем-то недавно, блядь. Габасовым, то ли, блядь, с кем он делал, нахуй. Короче говоря, вот этот Мурзагулов, вот, блядь, вылитый, нахуй, манкурт, который, нахуй, будет готов жить даже с узкожопами, нахуй. Потому что он из той категории, нахуй. Из той категории. И Аббас Галямов, который сейчас в Израиле, нахуй, шкерится. Вот вам уже добавил, да, ведь вот тем вопросом кто-то мне задавал, она, девушка, уже ушла спать, наверное, девушка или мужик, задавала Фарида Курбангалеева, почему вам, типа, почему она плохая, типа, обоснуйте там, тырым-пырым нахуй. Ну вот вам ответ. Фарида, Аббас Галямов, в кавычках, вот этот Мурзагулов, гондон, блядь, Ростислав, блядь, Ростислав, блядь, блядь, вроде бы башкирт, блядь, имя Ростислав, блядь. Ёб твою мать, блядь. Ростислав. Че за нахуй, блядь, смесь бульдога с носорогом, нахуй. В итоге, нахуй, вот этот Мурзагулов тоже гнида та еще. Как говорится, я его вот смотрю, вот я сейчас в его канале, да, получается. Что-то нахуй так говорит, что-то так говорит, что-то так, что-то так. В итоге, получается, нахуй он, оказывается, поехал, как я понял, на Легион Либерти какой-то, блядь, то ли у него как это с фронта. Получается, он на какую-то нахуй был на линии. В итоге, короче, на этой линии он виделся нахуй и пишет тут, блядь, русские, воюющие с русскими нахуй. Понимаете? Он не ездил нахуй к башкиртам нахуй, а он поехал к русским, блядь. И после этого нахуй мне нахуй кто-то тут потом пытается иногда внедрять то, что башкортларда нет таких, блядь. Вот же, есть же, блядь. Поэтому нахуй не только татары нахуй, и башкирты тоже подмазанные нахуй. Вот этим дерьмом, блядь. Что, блядь, нахуй есть у вас тоже такие, которые в десна целуются с узкожопами нахуй. И, как говорится, поете ихние песни, танцуете нахуй, на голову поставить нахуй водка, бутылка, вот так нахуй. Миндатыгы нәрселер кебек сөйләшеп жибәрдем. Как азиаты нахуй. На голову поставила водка, водка чуть не упала, но она танцевала. Короче говоря, вот такая хуйня башкортларда. Бос кызым әпипә, син басмасаң мин басам.
да? Арака, бля. Поэтому, когда мне тут пишут, то, что ты чё, нахуй, буханул или так, нахуй, кутағымны тұтығыз, нахуй, мен мешуны, нахуй, я не приемлю вообще такие дела. Мен ішсем да ана шай ішемін. Утрам тамақ кебе шай ішіп отырам. Мен сізнікі, нахуй, башқа қойып арақа бутылкасы ойынға түшмен, блядь. Так. Так, дальше читаем. Ага, да, ну Путин, конечно, на обеду курил, а это раньше его так любили, а сейчас хрень еще. А вы откуда? Башкортостан. Как смотрите на то, что вместо помогать людям с Курска или идти защищать Курск, они бегают по кафе и ловят иммигрантов? Что скажете? Тимур Рахматуллин. Так, бегают в кафе и ловят мигрантов. Ну, что скажете, нахуй, об этом до этого я говорил, и что сказать? Эти, нахуй, русская община ебаная, нахуй. Сука, блядь. Она только для этого и создана, ловить иммигрантов. Они же, блядь, мент же сказал, блядь, отбеливать надо Подмосковье, Москву отбелить надо. Больно зачернили мои узбеки. Мои узбеки же черные, нахуй, зачернили, блядь. Пиздец, зачернили, нахуй. Аж такие черные, нахуй, стали подмосковные вечера, блядь. И все. Поэтому эти гниды, нахуй, для этого созданы. Они не созданы, нахуй, для войны, блядь. Это нацики, нахуй, которые, блядь, просто, нахуй, петушатник, блядь, петухи. Вот, их можно хуразами называть конкретно. Это петухи, которые, блядь, нахуй, их не дорезали, нахуй, вот они вылезли, нахуй, чуть-чуть, нахуй. И как бы у них яиц нету, у этих петухов. Эти петухи без яиц, нахуй. Если бы у них были бы яйца, они бы, нахуй, Путина сами бы убрали бы. Если они до такой степени неебенные, нахуй, нацисты. Вот так вот. А как они его уберут, если, блядь, нахуй, самый первый нацист, как этот сам же Путин сказал, националист ебаный. Путин сам. Поэтому тут, как говорится, это нормально у них. Это нормально. Поэтому, если когда нам говорят, что вот они разжигание нахуй делают, нахуй. Я хоть поджигание делаю, разжигание, я хоть взрывы нахуй готов делать, мне похуй вообще. Суть нахуй. Человека, который защищает свою нацию нахуй. Вот здесь, да, ведь вот сейчас в ебучем этом мире решили говорить таким образом, что становится он сразу этим каким-то нацистом нахуй. Типа мы, когда мы свою начинаем защищать, вот татары, башкиры, блядь, башқұртлар өзімізді яқлай башқасақ, бізге сразу айталар, блядь, біз нацист, блядь. А урыслар, нахуй, которые ведут, нахуй, везде, блядь, по городам русскую общину, нахуй, они не нацисты, они, оказывается, наводят порядок, выгоняют, блядь, черножопых. Вот примерно что-то такое. Вот исходя от этой логики, получается, нахуй, значит, мы должны, нахуй, зачернять Башкортостан с Татарстаном срочно. Мы же черные, мы должны зачернить его. Значит, нахуй. Логика какая? Значит, узкожопых белых жоп надо выгонять с Башкортостана с Татарстаном. И будет нормально. И мы будем квитами, нахуй. В таком, как говорится, размышлении. Че вы думаете, нахуй, вы только умные, что ли, тупорылые овцы, нахуй? Поэтому ваша логика русского языка до такой степени узкая, нахуй, что мировоззрение даже у вас узкое, нахуй. Вы думаете, что, блядь, размышляя на русском, нахуй, мы не можем размышлять это же размышление, нахуй, над своем башкирском, татарском, узбекском языке мы не можем размыслить. Или там на казахском. И, как говорится, вас разъебать на этих всех языках, блядь. Мы же вас, нахуй, раком поставим, блядь, на всех этих языках можем поставить, размышляя. Размышляя, нахуй, на моем даже трех языках,
я могу вас нахуй поставить раком. Чисто словесно. Плюс еще четвертый язык у меня, это ваш ебаный русский язык, которым вот я сейчас говорю. Поэтому, исходя от этого, нахуй, русская мразь, каждая, нахуй, должна понимать, что, блядь, нахуй, мозги наши, нахуй, уже, получается, нахуй, у каждого по-разному, на 2, на 3 раза, нахуй, работает, как говорится, к размышлению, так скажем, размышлению, нахуй, больше, чем ваше, нахуй. Вы размышляете только узко на русском, а мы размышляем, нахуй, блядь, на 3-4 языках. Не говоря еще, блядь, там английские, там норвежские, немецкие языки кто-то имеет в голове. Вот так вот. Поэтому тут уже, как говорится, вы уже проигрываете нахуй. В этой логике, которая нахуй идет нахуй даже на языковом барьере, вы уже проигравший народ. Понимаете? Потому что украинцы тоже самое знают. Украинскую мову свою и вашу узкожопый нахуй язык. Вы уже проигравший, потому что вы, когда ходили нахуй своим ебаным Иван Грозным нахуй, мой Татарстан, так скажем, да, моих татар крестили, мою одну часть нации крестили, вы пидорасы, вы не понимали, что нахуй нужно было еще вам выучить наш язык. Надо было выучить наш язык, а потом уже размышлять. А вы решили только одним своим ебаным языком нахуй, получается нахуй, крестануть нас, а дальше уже можно было бы не размышлять. Но мы нахуй размышляли уже и на вашем языке нахуй, и на своем. И поэтому, как говорится, еще раз вы в проигрыше. Потому что если бы не было наших манкуртов по жизни нахуй, то вы никогда нахуй нас не победили бы. Вот в чем проблема. Наши манкурты продажные шкуры. Вот так вот. Поэтому я еще раз могу заявить, что манкуртов я жалеть не буду нахуй. Потому что вот эта мрасота нахуй и дает нашему нахуй процветанию нахуй торможение. Вот эта манкуртская мрасота, которая нахуй сдала нахуй все позиции нахуй, она, блядь, будет гнобить нас по жизни. Из-за этой мрасоты мы и живем сейчас в таком положении убогом, блядь. Вот так вот. Так что, так что размышляйте нахуй на своем узком языке, на одном языке и продолжайте свое нахуй это умертвление нахуй. Короче говоря, сыгылып үлегез нахуй. Үзегезне телегез белән нахуй. И үзегезне милләтегез белән. Ну, моны уже ничектер погуглите нахуй, тәрҗемә итегез, ярымы мин әйткән әйберләрне. Мин сезгә инде монысын тәрҗемә итеп тормасмын, чөнки миндә бәлки монда минем туганларым да ишетәдер. А то мин что-то в последнее время только урыс телендә сөйлим. Онытып киткәнмен нахуй. Үземне телемдә сөйләргә. Ну, чисто из-за того, что сидят украинцы, поэтому я пытаюсь говорить на русском. На, так скажем, общепринятом языке. Я не понимаю украинский. Ну, можно понять, нам проблем нет. Мы, если понимаем все языки других своих туганларны, и вашу мову тоже поймем. Вашу мову поймем. Вот так вот. Так. Так, понял, спасибо. Двойные стандарты инде аларда. Ну, шуны айтам бит инде. Двойные стандарты, тройные, я же говорю. Поэтому, когда люди топят вот за турков, там то же самое. То же самое. Вот на днях насчет Турции видели же? В новостях, что было? Какие-то нахуй, хуй поймешь кто, вышли там
дети нахуй из народа, блядь, какие-то кемалисты, хреналисты нахуй против Эрдогана пошли нахуй. Типа они, блядь, за какую-то чистую Турцию нахуй. Чё за чистая Турция нахуй? Даже у них раздвоение личности идет нахуй. Не говоря тут нахуй у узкожопых нахуй по жизни нахуй, блядь, пиздец там миллион раздвоений. Шунарға мен считаю, что, блядь, нахуй теге әлі күті кірмәгән, башы кірмәгән дәүләт белән ярдәм сорап йөрүнең файдасы юк безгә. Подобие Турции нахуй там, еще кого-то нахуй, нам не надо это. Без ярдәмне сорарга может без только күрше милләттән бу Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Mana шулардан biz можем какой-то, так скажем, физический ярдәм сорарга. Физически. Мы не можем у них какой-то там денежный ярдәм сорарга, потому что нам не нужны, по сути, там какие-то денежные манипуляции. Потому что Башкортостан и Татарстан самодостаточные территории. Но вот бизнес строить и дружеские какие-то действия, вот это нам надо строить. Они, блядь, нахуй из 300 пизды нахуй с Турции что-то налаживать они хотят, эти Рафисы Кашаповы. Нахуя нам они нужны, блядь? Когда мы нахуй возьмем власть нахуй, тогда мы можем дружить всем миром нахуй. На дистанции только, дистанции. Скажем, надо держать дистанции, чтобы не расслаблять их нахуй. А вот с Казахстаном мы должны прям близко-близко быть, потому что мы с ними, как говорится, мы должны как единый народ действовать. Никакого претензий друг к другу мы не должны вообще иметь. Если какая-то, как я до этого говорил, претензия вылазит нахуй, во всем винить узкожопых. Все. Во всех бедах наших должны мы искать узкожопых. Что-то произошло, как я вчера говорил или не помню, съездили, пизды дали нахуй москалятам, чтоб от них что-нибудь не вылазило нахуй. И обратно приехали нахуй. Қымыз ішерге. Бал бля. Как говорится, бишбармак кушать, козы кушать, на лошадях скакать, да ведь? Скачки, сабантуи устраивать. Вот что-то в этом роде. Вот это Ника, этот, переходите в мой телеграм-канал. Телеграм-канал этот, как это, сообщите, если можно. Телеграм-канал, там будем переписываться. Пишите туда, там будем общаться. Новости, если будете скидывать, вы же с Украины, прямые новости нам скидывайте туда прям, в этот, в группу мне, в телегу, и там будем общаться. Ну, точнее, я буду их выставлять на свои каналы. Прямые, макаром, чтобы горячие новости, так скажем, с Украины. Вот так вот. Вот так вот. Так, наверное, округляться надо. Блять, опять завтра хуй стану. Так что вот так вот. Ростислава тоже мы почитали, подумали.
Ну вот этот, видите, вот люди, вот вроде бы нахуй и с русней, и хуй поймешь, да? Этот педрила нахуй пишет, блядь. Вот он мне не нравится, нахуй, Ташагин, блядь. Так, почти весь март я провел в Украине и снимал там все, что видел. За каждое слово ручаюсь головой. Ты не представляешь, что там происходит, если не был там. Посмотри этот фильм, пожалуйста. От того, чем там закончится, зависаешь и ты бла-бла-бла. Пизда нахуй, блядь. Вот так вот. Старье ебаное, короче. Нахуй. О, блять, просто нахуй в группу зашел, вот тут пошло-поехало. Группа тот самый из башкортов, короче. Так, 2600 подписчиков у него. Ну, давайте посмотрим, что он говорит тут. О, видите, у Руслана Габасова я заблокирован. Понимаете, вот какой он башкорт? Она красным, я у него заблокирован. Это охуеть можно, блядь. Я ему не могу писать. Но вижу то, что у него есть. Вот. Кто-то кому-то что-то написал. Добрый вечер, уважаемые родители. Заполните, пожалуйста, заявление на родной русский язык. На родной русский язык и родную русскую литературу. В 9 классе не будет других родных языков. Представляете? Башкортостанда. Заявление на башкирский государственный писать не нужно. Заявление на башкирский государственный писать не нужно. Заявление на участие в Всероссийской Олимпиаде школьников заполняем по желанию. К нему заполняем согласие на использование персональных данных. Заявление перечисляем все предметы, которые планирует участвовать ребенок. Уничтожение башкирского языка продолжается. Вот такие объявления пришло родителям учеников 45-й школы города Уфы. Если раньше на изучение башкирского языка как родного надо было писать заявление надо, оказывается, прикиньте нахуй. Я хуею, блядь, нахуй. Чтобы мен, блядь, башкорт тілін үйренер үшін заявление жазырға тиішмін екен нахуй. Мне шу керекме? Мне шу керекме, блядь? Мен шундай, блядь, Башкортостанда яшеймін. Хуттағыма керек? Если раньше на изучение башкирского языка как родного было писать заявление, то теперь даже заявление писать не надо. Его просто не будет. Его не будет. А потом Хабиров с Бадрановым будет врать, что башкирский язык в республике не только сохраняется, но и развивается. Пиздец, да ведь? Теперь комментарии. Комментарии я не вижу, он же меня блоканул, блядь. Товаш, так. Вот шундыхаль, дуслар. Вот этот какой-то хуеплет нахуй, про него что-то написал. Руслан Габбасюк тащится от самосожжения психически нездорового активиста Разина. Предлагаем ему поджечь себя в центре Вильнюса в поддержку цирка Цыпсо Хохлов. Иначе не поверим в искренность и состойкость его политического убеждения. Сценарий перформанса «Оплата бензина и спичек с нас». Финальный клич на выбор. Если вдруг хохлы исчезнут, то я готов сегодня умереть. Или если вдруг пруфы исчезнут, то я готов сегодня умереть. Твой выход, Габбасюк. И он ему пишет. Я уверен, что удмурты в России и особенно в Республике Башкортостан сделают соответствующие выводы, какие дегенераты сидят в правительстве Республики Башкортостан и управляют этим каналом. Я напомню, что этим каналом управляют люди Азата Бадранова, премьер-министра Республики Башкортостан, друга Хабирова. Вот такая вот хуйня. Так что
Ә, бірлік yok Башқұртстанда. Татарстанда да шулай ук. Вот и все. Вот ему кто-то вопрос задает. У тебя новый анонимный вопрос. Что вы думаете по поводу создания русских идентичностей в республиках? Русских идентичностей. Блять, порой хуеют. Чё за нахуй? Ошибки, блять. Или я туплю. Хотелось бы еще узнать ваше мнение про деление таких идентичностей на те, которые в регионах, где большинство это титульная нация, и на те, где русские это большинство, например, Карелия. Если та или иная республика станет независимой, часть русских сразу уедет, как из Центральной Азии, страшаясь собственных выдумок о грядущем геноциде, спасаясь от экономической и политической нестабильности или просто не желая жить в стране, где они больше не хозяева, а одни из равных. Но многие останутся, и со временем часть из них, особенно молодежь, питает идентификацию с новым государством, будет учить его язык и гордиться этим, при этом не теряя память о русских корнях. Все это уже происходит почти в каждой из бывших союзных республик. Не вижу причин считать, что сценарии будут разными, зависимо от доли коренного населения в конце концов по переписи 1989 года в Казахстане. Казахов было всего 39, меньшинство, а вышло вон как. Предполагаю, что в любом регионе, который сможет отделиться или при этом будет позиционировать себя национальным государством, этот процесс пойдет похожим образом. Вопрос только в том, смогут ли республики с совсем низкой долей коренных отделиться в таком формате. Вот такая вот хуйня. Ответ егошний был. Так. Ямпольская. Если узкий не родной, то и Россия не родина. Активисты раскритиковали заявление советницы Путина. Недавно в России появился новый консультативный орган в сфере языковой политики. Всего через 2 недели после его создания председательница нового совета Елена Ямпольская заявила, что... Вот это заявила, наверное. Вот так вот. Что с ней сделали? Заявил, что единственным родным языком для всех граждан России должен быть русский. Ознакомились с задачами Совета и обсудили высказывания ямпольского этнической активности коренных народов в России. Первая задача нового органа в указе названа подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народа России. Далее упоминается продвижение и укрепление позиции русского языка в мире по другим языкам народов. В России аналогичного пункта нет, то есть внешнеполитическая роль отводится лишь русскому. Новый совет по госполитике в сфере русского языка и языков народа России вызвал активное осуждение в социальных сетях уже через несколько дней после указа о его создании. Поводом для дискуссии стал пост в личном телеграм-канале председателя Совета Елены Ямпольской, следующее содержание. Русский равно родной, противопоставление русского и народного недопустимо, на мой взгляд. Если русский не родной, то и Россия не родина. Смысл поняли? Теперь мне дошло нахуй. Короче, блядь, охуели. Получается нахуй. Если Россия, получается, не родной, то и Россия не родина. Получается нахуй. Если, по их мнению, нахуй, Башкортостане, блядь, нахуй, мы не будем считать, что русский не родной, значит, Башкортостан не наша родина. Флаг вам в руки, нахуй, Дуслар, нахуй. Флаг вам в руки. Как говорится. Вы потом нахуй будете нахуй сами нахуй искать нахуй наши языки нахуй. Заебетесь. Заебетесь. Вот тут дороги нахуй разъебанные в Башкортостане. Проблем дохуя.
Вот такие дела. Ну, тут до хрена чё, короче, можно почитать. Наверное, будем заканчивать, Дуслар. Потому что этот со всех, блядь, мусорных ящиков собрать невозможно. Вот так вот тут. Короче, что тут нахуй понаписали? Так. Негатив рак твой, тырым-пырым, нахуй. Все, короче, все. Здесь какая-то шняга реально сидит. Короче, давайте, туғанлар, исән сау. Я уж провел тут нормальненько время, нахуй. Охуеть можно. Надо заканчивать. И, как говорится... Так. Ну, что там, этот, Ника, этот... Бля, я здесь писать могу, нет? Ника, если что, переходи на этот, напиши в телегу. У тебя есть телега, нет? Да. Нике дайте телегу, пусть напишут в телегу. Там да, общайтесь. Просто я сейчас закрою, вы потеряетесь. Далее? Ну все тогда, все. Спасибо всем. Да, надо уже отбой нахуй делать, потому что время уже сколько, блядь? Ёпта, 3 время нахуй. Все. Уже, блядь, скоро эти, блядь, просыпаться начнут. Так, соседи. Тут нахуй рано очень встают на работу и рано приходят с работы. Все, Танащоко, good night, спокойной ночи, good nacht, Дуслар, давайте, пока, всем мира, салам алейкум.